Зашло. Уе, мама! Привет, ребята, всем здорово, всем привет. Ну-ка, камера. С вами, как всегда, я, Леха, Энтаро Адун. Вы находитесь на канале Hardplay. Отвлекся, сорян. Братва, все подъехало. Косплей есть, плащ есть, все есть. Пис просто, пис-сис. Он просто... Я просто его запилю с радостью. Все выложу в Инстаграм. Бля, это секс. Это просто вообще прям... Просто сел козырно. Все вообще полная копия. Все как я хотел. Огромный респект этому ателье, которые это запилили. Ребята, вы просто, я не знаю, это просто вообще бомба. Просто, я не знаю, что вам сказать. Это мощно. Это просто, это реально, это тема, ёпта, это тема. Ребят, выложу обязательно в Инстаграм полное фото плаща, как оно смотрится. По идее нужны берцы есть, ну и, соответственно, низ. Сейчас это джинсы, но вообще как бы там не джинсы, там немного другая одежда. Ну не суть. Ребята, во-первых, Вале, спасибо огромное за платную подписку. Добро пожаловать в ряды зеленых. В ряды зеленых. Ну ты понял, в какие, короче, ряды. Короче, ты теперь особенный. Вот. Короче, братва, добро пожаловать на стрим. Значит, что мы сегодня делаем? Ребят, мы продолжаем наш челлендж. Челлендж довольно жесткий. Не видел, не знаю, кто реально так заморачивается, но мы решили подзаморочиться вообще капитально и войти в топ-100 Европы по общему рейтингу. Возможно ли это сделать? Ребята, я думаю, возможно. С нынешней игрой, с данным скиллом, в принципе, я думаю, ну, можно. Сложно, но можно. Значит, что у нас по теме... Как он, господи... Что по теме, короче, сегодняшнего челленджа? То есть, какую мы сегодня ставим планку? Ребята, я бы поставил планку 1000. Это очень жестко. Вчера мы залетели аж в топ-5 тысяч. Нас откатило ежедневным откатом. Но я уверен, что мы сейчас тоже находимся довольно на высоком месте. То есть, я не думаю, что мы там на каком-то... Сильно нас откатило, но максимум там мест 500-800 откатило. Одна игра... И мы, в принципе, с вами снова на лошади, на коне. На сегодняшние задачи основные какие? Это еще более плотно собраться. Это... Собраться и ни в коем случае не бомбить. Судя по прошлой практике, то есть как мы это все делали, есть всегда косяк во всей этой схеме. Когда что-то не получается, начинаешь бомбить и сливаешь статистику очень жестко. Соответственно, это откат времени, откат... нервов, ваф и всего остального. Короче, на сегодняшний день нам обязательно надо запилить что-то очень крутое. По идее, 2 топ-1 подряд взятых мы с вами в топ-1000. По идее. Минимум 5 киллов. Топ-10, даже если мы берем с 5 киллами, то, в принципе, где-то минус 3000 мест сразу. Так что... Я не знаю, что еще сказать, пожелайте удачи. Я дико сегодня просто... Я очень устал, но я очень доволен, что все получилось. Я все забрал, и плащ он просто сосочный на самом деле. Здесь, ребята, его целиком не увидеть, его надо видеть просто в реале. В этом плаще, ребята, я буду стримить, соответственно, откуда правильно? Буду стримить, короче, с Игромира. Значит, вам рассказываю, ребята, когда, как, зачем, почему и вообще пройдет Игромир. Когда мы будем стримить, мне кто-то задал вопрос, сегодня поступила информация, какого мы точно числа и в какое время будем стримить, одну секунду. Я сейчас вам, ребята, это обязательно все скажу, то есть это полная подробная информация уже есть. Все прекрасно. Так, одну секунду. Значит, стримим мы с вами... Так, 1 числа. Это будет воскресенье, 1 сентября. Чего?
1 сентября, 1 октября, наверное, они хотели сказать. Ну да ладно. Стримить вместе с нами будет Димастер. Есть такой стример. Стримить он будет Майнкрафт. Вторые стримим мы. С 12 часов утра до 13:30. То есть я буду стримить на стенде YouTube гейминга с 12 до 13:30. Ну, полюбаться будут какие-нибудь накладки во времени небольшие, но плюс-минус полчаса, я думаю. Скорее всего, плюс полчаса. Вот, кто еще будет стримить? Будет стримить в этот же день Lego Play с 15 до 16:30, Survival и Frost. Frost будет играть в Guns of Boom, понятия не имею, что это за игра. Будет он играть с 16:30 до 18 часов. Очень крутой прайм-тайм дали, мне он очень нравится, он меня полностью устраивает. Значит, что касается дней на Игромире. К сожалению, кстати, до сих пор у меня нету точного расписания, что в какой день будет. Вообще надо по-хорошему, наверное, уже посмотреть. Уже выложили давным-давно. Так что как-то так. Ну, привет, привет. Так что, ребята, всех, в принципе, я жду 1 сентября. Что-то еще хотел интересное сказать. Кстати, сейчас я быстро форму заполню. Что-то я провафлил, а то меня не пустят. Сейчас прям там 2 строчки заполнить. VIP 7К стоит. Мы, ребят, везде, естественно, проходим бесплатно. То есть у нас нету VIP, не VIP. Мы приглашены на все 3 дня мероприятий. И это очень круто. Так что как-то так. Так, сейчас, ребята, я посмотрю там донаты, не переживайте. Так, секунду, сейчас я... Болум. Сейчас мы все сделаем красиво. Thanks. Блин, трек прикольный подъехал. Колокольчик только что сработал. Да, в принципе, ты особо не опоздал. Прям я сейчас, секунду. Так, а то они меня не пустят, они скажут, ты кто такой? Ты кто? Ты кто? Так. Сейчас какую-нибудь еще музычку с вами запилим. Что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Сейчас, ребят, прям 2 секундочки и пойдем играть. Минус 1 лям серебра ушло. Серебра? Ты что там, я не пойму. Золото, серебро, что ли, добываешь? Стрим Игромир. Так. Подождите, во сколько мы там стримим-то? С 12 же, да, я вам говорил? С 12. Вроде я с 12 стримлю на... Сейчас точно все сделаем. С 12 до 13:30, да. 1,5 часа целых, прикиньте, выделяют. Реально 1,5 часа как большим выделяют. Как прям... Как взросло. Так что это же круто. Это же вообще... Валера огонь. Так, значит, с 12 часов это будет вся канитель. С 12. Угу. Добавить время окончания. Прикольно. Так, теги я потом пропишу. Это я все потом сделаю. Название игры Plauer. Plauer. Unknown Battlegrounds. Место съемки понятно. Дата записи воскресенье. Так. Так. Ограничение по возрасту вам поставить, чтобы вы не смогли многие посмотреть? Это же так прикольно. 18+ поставить. Стал, прикинь, на Игромире, говоришь, смотри. Смотри, что у меня есть. Опа. Хопа. Так. Субтитры, фигитры. Ну все, это я сделаю. Так, все, сейчас число пробираю. 1 октября 2017 года в 12 часов. Стрим Игромир, пока так назову по-простому. Создать мероприятие. Сейчас, ребята, я заполню, а то меня не пустят на Игромир. Этот стрим будет с вебкой? Да. Of course. Здорово, брат. Здорово. Привет. Ребят, я личку закрыл, кстати, пока я тут сижу, ковыряюсь. Личку я закрыл по причине того, что... ребята, я в ней пытаюсь разобраться. Потому что там какая-то жесть вообще... Вообще просто дикая жесть творится. И пытаюсь я там, ребят, навести хоть какой-то порядок.
Так что, как бы, ну, если что, там не серчайте. Так, 60 кадров. Помочь вам настроить видеокодеры? Нет. No. Так, сохранить изменения. Блин, вроде все. Вроде как бы это оно и все. Сейчас, ребятки, прям одну секунду. Сейчас я эту трансляцию только мне бы найти. Так, менеджер видео. Да-да-да, я там маленько, ребят, разберусь. Я хоть на сообщение поотвечаю, потому что там в личке там такое месище творится. Там вы себе просто не представляете, что в личке творится. Там просто там вау. И как бы, ну, хочется всем ответить, а то скажет, блин, я... Что ты игноришь? Как-то, ну, это не есть же гуд, правильно? Надо же всем отвечать. Так что, как бы, ну, как-то так. Так, все, ребята, я все создал, все сделал. Прям одну секундочку и залетаем. Так, давайте-ка я вот еще раз так ссылочку эту проверяю. Потому что, ну, блин, я в тот раз кинул и, короче, все сделал через жопу. И мне так стыдно стало за вообще, за как же так-то. Дополнительный ключ трансляции. Если ты хочешь, мы можем дать ключ своей трансляции, чтобы мы могли заранее настроить видеокодер. Что? Нет. Окей. Ответ записан. Все. Я все сделал, я молодец. Да. Я все сделал. Текс. Чпуньк. Все работает, все крутяк. Все, ребята, отправил заявку. Блин, я заявку реально только сейчас отправил, прикиньте. Сегодня последний день, я только сейчас увидел письмо. Надо почаще почту проверять. О, привет, я тебя знаю. О, привет. А я тебя тоже где-то видел. Посмотри американские фильмы с субтитрами для подтягивания английского языка. Ты разве сомневаешься в уровне моего английского языка? Нам не о чем больше с тобой разговаривать. Так, ну что, удачи нам. Привет, дружище, как провел денек насущный? Как провел день? Отлично. Прелестно. Ой, спасибо. Сейчас чекну. Лёг, чекни. Я тебе там свои интимные. Сейчас, погоди. Просто срочно стоит узнать, стоит ли брить жопу или нет. Нет. Стою тут в ванной и жду. Сейчас, погоди. Как же, если это же важно. Сейчас, подожди. Не, ты, конечно, брей, конечно. Как это так? Как это? Неподготовленный... Нет, конечно, надо побрить. Конечно. Лёха, удачного стрима. Спасибо. Сейчас я тут все... Блин, плащ прикольно так. Чпуньк. Во. Вот, теперь я не оранжевый. Сильвупле. Как тебе скин императрица? Как тебе скин АК-47 императрица? Крутой. Я себе обязательно этот калаш приобрету, серьезно. Очень крутой. Поездатый стрим намечается, да. Ребят, вы меня извините, пожалуйста. Блин, я вообще 1000 человек смотрит, я тут сижу, короче. Кто там свистит? Алф, тебе еще нужен хайр на голове, чтоб прям быть в образе удачки, бро, попиваешь. Либен вывел с сайта на 7 кура, товарищ. Красава. Так почему мне видно, Алло. когда я подл градусом, видимо, расслаблен леха, ты думал насчет CSGO на замену? Посоветую Warframe, ну, очень приятная игруля, удачи и. Спасибо за настроение. Сань, спасибо. Спасибо, дружище, спасибо. Да вы что раздонатились-то? Эй. Подождите, я еще играть не начал. Вы мне уже тут разряжаете, заряжаете. А тут... ты будешь на Игромире в субботу? Да. Если будешь, то где тебя найти? Удачи. На Игромире.
В смысле, где меня найти? На Игромире. Кем ты работаешь? Ютубером. Юр, Юра, почему я Юлю Юра называю? Юль, спасибо тебе огромное. Я отработаю. Мама! Плащ, да, подъехал. Спасибо огромное. Спасибо, ребята, всем добро пожаловать. Все, погнали. Какого хрена сегодня происходит? Эй! Эй! Чё творится? Лех, здорово. Привет, подожди, я еще играть не начал. Подожди, сейчас топ возьму, ты потом задонать, сейчас рано. Чё вы начинаете-то? Спасибо. Чё сегодня такое-то? Чё, прорвало? Спасибо, бро, спасибо за такой крупный донат. Всем, кто донатит, ребят, спасибо огромное. Ты на Игромире будешь в субботу? Нет, скорее всего. Я буду 1 и 28, скорее всего, числа. Ребят, я точно туда поточнее, я вам скажу, чтобы сейчас не обманывать. Так, смотрим стату. 3962 место! Уху! 3962 место. Ни хера нас не откатили. Нормально. За сутки, прикинь, за один стрим мы с вами попали в 3000 место. О боже. Вы прикиньте, по Европе. Вы вообще просто представляете, сколько в Европе играет людей? Ну вот серьезно. Вот вы просто вот никогда не задумывались? Вот сколько людей в Европе играет? Место меняй на стриме, да, кстати. По делу сказано. Ща местечко-то мы поменяем. Слушайте, а реально надо место поменять. У нас же там прям продвигаемся мы. Сегодня не только в топ-1000, кстати, можно войти. Сегодня вообще можно неплохо так зайти. До 1080 доходил. 3962 место, ты прикинь? Ты видел там уже килл рейтинг 1.8? Уже 1.85 даже. То есть уже больше к 2 идет. Мощно. По килл рейтингу уже в топ-1000 вошли, прикинь. По килл рейтингу вошли уже в топ-1000. Это просто охренеть. На стенде PUBG, бро, я же тебе сказал, 1 числа я буду там. Так что как-то так. Я имею в виду, на каком стенде. Папа. На каком стенде? YouTube гейминга, бро. YouTube гейминг, мы же этот играем. Жесть. Сколько... Да в смысле? Да... Подождите, что за вакханалия вообще на стриме происходит? Подождите. Да эй, люди! Я потерялся. Мама, я потерялся. Забыл спросить, как дела, добавь в друзья в ВК, прошу. Окей. Спасибо. А что сегодня происходит? Начинай играть, все, да, давайте я пойду играть. А что вы начали-то? Что началось-то все? Подождите, пока еще рано. Так, ставим 3966 место. 3966 место. 3966 место. По килл-рейтингу уже в топ-1000 вошли. Это очень мощно, это очень круто. Зарплата? Что, у всех разом зарплату в рашке дали? Серьезно? Просто взяли и дали всем разом зарплату? Ой-ой-ой, я, кстати, не разминаясь пошел. Это печально. Не разминаясь, печально. Люди зарплату получили. Ну что, все разом получили? Бро, спасибо тебе огромное. Не донать постолько, донатьте, ребят, поменьше. Вы там донатите по 50 рублей. Куда вы заряжаете? Куда вы столько добра наваливаете там по косарю? С ума что ли сошли? Эй, люди, давайте не дурите. Поменяй на стиловский. Да, забей. 25 числа зарплата. И чё? Куда вы там психуете так? Прости, я просто даунил, но тип даун.
Самокритично, блядь. Эвил Дрейк. Ну, я посмотрю, бро. Я, может быть, и буду 29-го. Ребят, я приеду, но вы меня увидите. Я классный же. Жаль, что 29 гонис видимся. Спасибо, бро. Так. Так, что у нас по FPS? FPS опять у нас, да, дурит. 29-го не свидимся. Бро, подожди, я тебе говорю, не спеши. Не спеши, не спеши, не спеши. Потому что никто не знает, ребят. Может быть, я вообще на все дни приеду. Я же не знаю. Может, вообще на всех днях буду. Можешь размутить меня. Ссылка нужна. Ссылка, бро, я тебя так не найду. Вообще, разбана нет на канале, сам же знаешь. Я же всегда говорю, ребят, не дурите никогда в чате. Кидай ссылку, и все окей. Только не дури больше, а то тебя... Какого хрена, а? Кожаный плащ, еще б тебе кожаную плиточку. Ой, да моя девочка. Ой, да мой мальчик, а там понеслась лех. А ты думал, что взять на замену CSGO? Посоветую Warframe, я думаю, тебе понравится. Как вы это делаете? Бро, я посмотрю обязательно, спасибо. Сань, ты что сегодня? Я не пойму. Что с вами произошло? Я не пойму. Всем реально, что ли, разом дали зарплату? Что происходит? Эй! Как вы нахрен это делаете? Че у всех, я не пойму, там, че, всем зарплату повысили? Жить, что ли, все хорошо стали, ребят? Как оно, как это работает? Кэп, давай 29-го, надо встретиться, за мной еще подарок. Да, кстати, карточный долг, дело чести, согласен. И снял штаны. Warframe. Ну, это интересное. Интересный такой. Интересное предложение. Добрейшего вечерочка. Клевый косплей. Такой самец. Ауф. Спасибо. Я не знаю, как вы это делаете. Я просто... За что и как вы это делаете, я не знаю. Нет, 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 нет. Пусть он в дом летит. Погнали. Я первый. Ништяк, ништяк, давай. Красава. Пошел. Только не под тачку. Че сегодня касается нахрен творится? Как это вообще происходит? Лег, удачного стрима. Ты крутой, сори, что так заставляю тебя охуевать. Да нет, я ничего не говорю, братан. Если есть возможность, спасибо, конечно, тебе огромное. Ты, главное, я всегда говорю, вы последние, только бабки не донатьте. Ребят, спасибо. Вы насыпаете, и я не пойму, и мало того, что донатов много, они все непонятно каких вообще размеров. Ребята, от души вам спасибо. Спасибо. Сейчас слезу пущу. Не буду. Или пустить. Такую скупую мужскую прям. Не буду. Спасибо, реально. Я не знаю, что происходит. Ага. Вот это вообще вовремя сейчас было. Славон Рязанский. Не пойму, вы все, что ли, разом решили прям взять, шизануть и задонатить? Лёх, здорово, мужик. Привет. Класс косплей. Про английский язык я не тебе писал. А тебе из чата твой английский верит. Вот. Давай, чтоб в одном зашел сегодня минимум. Да на изи, бро. Игромире. Зайдем. Не всем еще дали зарплату, еще хи-хи-хи-хи. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо, друзья. Я думаю, что даже нечего туда сильно далеко уезжать. Во-первых, зона. А давайте прямо в магазине. С магазина начнем. Делаем фейковую тачку. Здесь не может никого быть. Ребята, спасибо вам огромное, спасибо. Так, все, надо, короче, пробовать.
Прекрасно. Вот это вообще отлично сейчас было. Какую игру, ребят? Меня, кстати, кто-то спрашивал, какую игру будешь стримить оттуда. PUBG я буду стримить. Я, по-моему, единственный, кто будет стримить PUBG. Знаете, почему многие не рискуют этого делать? Потому что, вы прикиньте, мы не на своих компах будем оттуда стримить. Мы не повезем свои компы. Там будут компы предоставляться. И какие там компы дадут? Но, судя по тому, как мне ответили, что, ребят, вы нас не обижайте, типа... Вы что думаете, на Игромире будут компы типа говно? Ну, типа, ребята, ай-яй-яй, что это вы дурите? Я говорю, окей. Ну, я посмотрел, там мне кинули сборку компа, ну, конечно, что там говорить, там примерно как у меня комп. Надо просто единственное, что только будет заранее все это настроить и сделать под себя. Ну, это я сделаю. Там полчаса, по-моему, дается на настройку стрима. Я попросил XSplit. Очень любезно мне все это отдал, как бы сказали, говорите, что вам нужно. То есть очень с большим уважением относятся к игрокам, к стримерам. Просто в очередной раз я вижу, что YouTube гейминг, он просто прям на глазах развивается. Пока нас они не слышат с гейминга, ребята, я вот скажу прям, там, ну, могу смело сказать, что подход к делу у них просто растет на глазах. Я не знаю, как было раньше, но... То, что я конкретно вижу сейчас, это круто, ребята. Это... Они не ставят перед фактом, они просто говорят, ребята, что вам нужно, там, может быть, там, какие-то камеры хорошие ставят. Кстати, камера будет 922, кстати, ее надо будет обязательно опробовать, посмотреть, потому что, возможно, после стрима я себе даже ее приобрету, эту камеру 922. Logitech C922, что ли, она называется. Надо будет посмотреть. Вроде как говорят, что она получше 920. Ну, логично, что по любасу она что-то доделанная. Но просто есть ли смысл ее брать? Там как раз, кстати, и проверим, и по отзывам проверим. Я уверен, что будет отзывов огромное количество, комментариев будет. Я вам совсем забыл сказать. Я здесь пока болтаю. Вы в курсе, что мы побили с вами? Мы побили. Я хочу на это обратить внимание. И за это вам каждому, кто... смотрел наши нарезки, просто огромный респект и уважуха. Вы умудрились набрать 100 тысяч просмотров под видосом. 100 тысяч просмотров. Ни одно видео за всю историю канала никогда столько просмотров не набирало. На любую тематику. Даже близко даже такого не было. У нас... Охренеть. Ты лучший, просто. Лёха. Спасибо, бро, спасибо. Спасибо тебе за такие донаты. Ни один видос никогда столько не собирал. Спасибо, дружище, не трать больше деньги. В этот раз вы умудрились просто сделать, ну, что-то с чем-то. Я не пойму, что сегодня с вами. Что произошло-то? Что такое? Как вы это делаете? Я человек небогатый, но Лёхе грех соточку не заданить. Ну типа на дошек, ха-ха-ха-ха. Еще угорает, прикинь. Спасибо огромное. Спасибо, Вань. На дошек. Не, я лучше что-нибудь по делу куплю. Лучше какие-нибудь витаминки себе куплю. Сейчас как раз занимаюсь. Надо витаминки кушать. Спасибо, ребята. Вы мне, по ходу дела, опять сломали плагин «Прикинь доната». Я сейчас буду долго смеяться, если он опять повиснет. Он просто возьмет и повиснет. Но это не факт. Сейчас посмотрим. Так, друзья, надо выдвигаться. Друзья мои, я напомню, что все, кто к нам только присоединился, сегодня, наконец-то, я собрал полноценный косплей, то, в чем я буду на YouTube гейминге. Огромный респект, спасибо тем, кто его делал, тем, кто мне помог его сделать, собрать. Дорого, но очень круто, и просто респект огромный. С виду, сейчас вот я пока сижу, он не так круто смотрится в реале. Кто, ребят, будет фоткаться или еще что-то, тот оценит. Правда оценит, потому что, ну, это прям круто. 60 выживших осталось.
Нет, 1 числа больше никто не будет стримить. 1 число, ребята, стримить никто не будет. Папки я имею в виду. То есть я, ну, один буду стримить. 600 лайков, 1200 онлайн. Добро пожаловать на стрим, ребята. Пробуем побить рекорд. Пробуем поставить. Побить это, наверное, я неправильно сказал. Пробуем, ребята, поставить рекорд. Войти в топ-100 Европы. Я хотел бы уточнить по общему рейтингу, друзья. Общий рейтинг. Это не килл рейтинг, не вин рейтинг, это общий рейтинг. Это будет сделать дико сложно. Я не знаю на ютубе людей, которые это сделали. Ну, я думаю, мы в состоянии это сделать. Играть нужно очень грамотно. Очень грамотно. Прям с чувством, с толком, с расстановкой. Самое главное, не умирать в начале. Вот в самом начале. Каждая смерть в начале откатывает вас очень жестко. Очень жестко. Поэтому, друзья, кто будет играть так же когда-то на стату, одно неверное движение и, как говорится, ты отец. Так что смотрите, ребятки, аккуратнее с этим делом. Значит так, у меня есть сосед. У меня есть сосед. И что самое забавное, я в зоне. У меня нет оптики. Вот единственное, что меня печалит. Чё? Сейчас, секунду, ребят. Что-то люди говорят с донатом. Донат опять? Просто упали, что ли, получается? Упал плагин? Сейчас зачекаю. Сейчас посмотрим, не переживайте. Сейчас, ребят, сейчас я зачекаю. Вот это вот вообще не вовремя сейчас. Сейчас будем надеяться, что он отдуплится. Очень будем надеяться. Сейчас я вам, ребят, скажу. Такое бывает здесь. Отписался им. Надеюсь, они мне сейчас ответят. 5 аптек. Изи. Кинешь запрос в ВК, тогда окей. Уже, бро, кинул. Уже кинул. Спасибо, спасибо, ребята. Я вижу, что там какие-то донаты не пришли. Я сейчас обязательно все донаты зачитаю. Сейчас, мои хорошие. Сейчас я по списку зачитаю. Ни один донат не пропадет, не переживайте. Сорян за технические проблемы, но, к сожалению, ребят, не от меня это зависит. Донат Pay что-то как-то маленечко дуркует. Сейчас, ребята, которые не пришли донаты, сейчас я их зачекаю. Я тоже сделал косплей на папку вместе с мамой. Уже представляю себя 13-летнего школьника на одной фотке с тобой. У меня есть подарок для тебя. Подарок будет то, что ты... Подарок ты уже сделал. Ты меня смотришь. Подарок будет, если ты приедешь на Игромир. А подарки, напрягаться и тратить деньги. Ты знаешь, вообще как бы самое крутое, это когда вот, помните, да, вот подарки. Мне уже дарили разные там прибамбасы. Ребят, это очень мило, я не знаю, как это назвать, трогательно, мило, когда реально подписчики вот заморачиваются и, ну, делают что-то. Пусть это мелочь, но это просто, я не знаю, по-моему, это самые лучшие реально подарки. Я всегда считал, что подарок, сделанный своими руками, это тупая отмаза, но нет. Это реально приятно, ребят. Так что спасибо огромное. Приходите, подходите на Игромир, ребята. Я посмотрю, 1 числа я точно буду на Игромире, 1 октября. Другие дни я посмотрю. Я просто посмотрю сейчас расписание. Если там будет конференции, фигенции, там что-то реально интересное,
то я еще и приду на другие дни, конечно же, 100%. Друзья, извините, я пока отвлекаться не буду, потому что все-таки счет уже на статистику идет. Так что как-то так. Ты галочку в ВК не хочешь? Я их рот шевелил в этом ВК, потому что я им отписался, они говорят, вы не настолько популярная личность и так далее. Я так что-то подумал, решил, реально, что-то я вообще запарился с какой-то сраной галочкой. Что там? Зачем она мне нужна, странно? Все же знают мой аккаунт. Вот, собственно, уже по мне и работает. А вот этот чувак, это как он сделал? С экрана у меня пропал, прикинь. Угу. Ну, естественно, в поле. Это будет ГГ. Делаем вот так только. Угу. Ну, хорошо. Немножко отвлеклись. Я пока посмотрю. В смысле? Это нонсенс. Это я даже не знаю, как это назвать. Он что хотел? Он, то есть, подъехал и просто сидит? Висит донат. Ну, значит, я, ребят, сам вам зачитаю, не переживайте. Значит, я все донаты, сейчас катка пройдет, я все их зачитаю. Да нет, я вообще его сейчас не понял, что... Где логика вот в этом сейчас была, поступки? Просто чувак приехал и умер. Интересно. Вообще, мне бы на самом деле, ребята, выбежать. Я в самом-самом центре зоны. Выбежать. А есть смысл выбегать? Нужно, чтобы где-то рядом пошла заруба. Чтобы вот под эту дудку я выбежал. Где-то вот здесь, вон он. Давай попробуем. Вот это я не херово выбежал. Вот это да. Вот это номер. Вот это я выбежал. Выбежал так выбежал. Красава. Не шутя там. Парень прям... Курьер, реально, курьер. Он знал, что ты внутри, да по любасу, конечно. Конечно. Так, 38. Туда надо еще один заход сделать. Сейчас я фулл энергетики вкидываю. Мы туда сейчас еще раз забабахаем. А тачка... У нас и тачка, ребят, на самом деле у нас и тачка под жопой. Там глушак на снайпу был. Ребята, там можно с кара в дыню выгрести, прям не отходя от кассы. Вот, донаты отдуплились. Спасибо, спасибо, ребята. Я сейчас зачитаю. Привет, все, которые не пришли, донаты, я все зачитаю. У тебя еще с 30к подписчиков. Привет. Дай совет. Я очень азартный. Очень. Только что проиграл 1500 рублей на рулетке. Мне всего 16 лет. Подрабатываю на автомойке. Сегодня заработал и сразу же всадил. Как с этим бороться? Мне постоянно жмут деньги в кармане. Меня уже это очень достало. Ну смотри. Поставь для себя тогда такую задачу. Ты же уже взрослый человек. Я без шуток сейчас говорю, я серьезно. Я считаю, что в 16 лет это возраст уже, ну, адекватного человека. То есть это не человек, который не может нести за свои поступки и действия ответ. То есть по факту это человек, который...
Нифига он паркурщик, слышь. Как он это сделал? Как он такую сальтуху назад крутанул? Ты видел? В нарезку парень попадет. Нифига он взял, прикинь, сальто назад перед смертью сделал. Крутяк. Ребят, я бы не успел за 416. Видите, они уже все сюда ползут, как тараканы. Здесь главное не спешить, не надо спешить. Чувак еще молотов кинул. Последок. У меня машина-то стоит. В принципе, я до нее добегу. Под мансом, под бустами я добегу до машины, если что. Привет. Спасибо огромное за фолловера. Квинси Промес. Спасибо. Вы знаете, что самое забавное? Что, скорее всего, и аирдроп сейчас надо мной. И еще одна зона на меня отыгрывает. Ребята, я немного посижу. Вы там особо не шумите, ладно, на меня. Играю, ребят, на стату. Нужно хотя бы 3 килла и в топ-30 войти. Я почти вошел в топ-30, уже 2 килла. 2 килла это уже топ-25, это стата плюс где-то, ну, где-то минус 1000 сразу сделает. Третий, ребят, я не беру, стараюсь рюкзак не брать. Третий я стараюсь так, ну, относительно. Авдешка, привет, дружище, рад тебя видеть. Привет. Привет, ребята. Угу. Вы знаете, кстати, есть такой парадокс, вот кажется, да, поле. Поле, да, вот поле. Сужение будет в любом случае сюда ко мне. Опа. Опа. Цветочек, привет. Привет, бро. Цветочек. Оценил аппарат? Валя, спасибо огромное, дружище. Я видел, что ты задонатил. Сейчас я твой донат прочитаю, ребят. Я всех сейчас прочитаю. Немножко донат-плагин затупил. Сейчас замутим. Сейчас, ребята, я каточку эту доиграю. В топ-30 уже вошел. Отлично. Вот это сейчас зона. Вот как она сыграет, так эта катка и построится. Но по факту я от зоны не завишу. Довольно близко стоит машина. Вон там я вижу чувака. Вот, чуваки ответили. Ребят, смотрите. Я знаю, что вы сейчас стрим смотрите. Смотрите, поправляйте плагин. Потому что сейчас вот донаты приходят очень криво. Парню ответь сейчас, ребята, я отвечу. Вот, недоответил, сорян парню. Ребята, те, кто спрашивают, что делать, если я азартный человек. Вот горит у тебя очаг, ты настолько азартный, что ты просто вот не можешь остановиться, да? Я тебе скажу одно. По факту ты взрослый человек, который несет ответственность за свои действия. Уже 16 лет, это не 10-12 лет. Я тебе скажу одно. Если ты не можешь что-то остановиться, то есть ты все деньги проигрываешь, ты делаешь следующим образом. Ты просто для себя начинаешь понимать, что это слабость. Это твоя слабость. А ты мужчина. И слабых людей, ты сам знаешь, они не нужны, их много, дружище. Мы все-таки М, там, Ж делимся. И вот кто М, слабости не должно быть. То же самое с алкоголем, то же самое с курением. Это моя жизненная позиция, я ее абсолютно никому не навязываю, но это прописные истины, от которых любой нормальный, здраво воспитанный человек, ребята, он не здесь отрицай, не знаю, там, здесь не надо ничего никому доказывать, здесь все это и так понимают. Поэтому просто вспомни, что ты парень, и начинай копить на что-то дельное. Если не знаешь, как остановиться, я не знаю, дружище. Тебе нужно просто отвлечься, тебе нужно заняться каким-то реально годным делом. Поэтому как-то так. Нет, выпить можно выпить, но, ребята, нужно уметь отдыхать. Давайте я вам так скажу. Просто уметь отдыхать. Не как свиньи, а уметь отдыхать. Если вы умеете это делать, Лёш, без проблем. Добрый вечер. Желаю приятно провести время со своими подписчиками. Прошу разбанить меня на канале. Осознал свои ошибки. Хоть были сказаны не в твой адрес, а по делу. 3 месяца молча стримы смотрю. Хорошего времяпровождения. Вот, Спасибо. ребят, чтобы вот таких ситуаций не было, пожалуйста, не косипорьте на канале. Потому что потом люди просят, просто я говорю, вас забанят. Никто не будет, ребят, слушать какую-то ерунду. Хорошо, я тебя разбаню. Не косячьте, ребят, пожалуйста, чтобы потом таких вот ситуаций не было.
Все мы люди, все мы можем что-то брякнуть, ляпнуть, но получаете бан, просто сидите, ребят, молчите. Кто-то мне говорил, почему чат стоит, там, знаете, такие с сарказмом. Ребята, у нас столько забаненных, если я открою сейчас список забаненных на канале, и люди прекрасно понимают, они осознают. Кто умеет свои ошибки осознавать, это не слабость. Это умение и понимание. Скажем, когда ты что-то не то сделал, все-таки осознать то, что ты сделаешь что-то не то. Поэтому, ну, друзья, хорошо, я разбаню, но я знал, что, сучка, он здесь. Но не может быть такого, что здесь бы никого не было. Ну, не может такого быть. Конечно же. Я вот отвечаю, вот я понимал, что он здесь. Я понял. Сука. Ну и что мне здесь делать? Сейчас я посмотрю, откуда он выбежал. Сейчас, секунду, ребят. Я бежал вдоль зоны, никого не было. Стрелял он почти сейчас с упора. Сейчас, секунду, подождите. И нет никого. Прикинь? Просто никого нет. Стрелял он, как будто из меня прям. Опа. И из ниоткуда чувак появляется. А там никого не было. Души, сам знаешь. Вот так вот. Я выскажу свое мнение. Он стрелял прям где-то прям вот в упоре ко мне. Зона там жесткая, лежать он в зоне не мог. У меня такое ощущение было, как будто вот он прям, вот он был. Ну да ладно, не суть. Спасибо огромное, Макс, спасибо. Ребята, давайте я зачитаю быстренько донаты, ну и тем временем продолжим мы каточку. Давайте посмотрим. Сейчас, секунду, ребята. Такс. Нет, здесь все-таки белая рубашечка. Слушайте, мы с вами столько здесь собрали, здесь прям у нас полный сет нужный нам. Так, хорошо, неплохо, ребята, убили троих. В принципе, в стате сейчас опять будет подъем 100%. Чуткану сказал от души, сам знаешь. Макс, спасибо тебе огромное. Аурам, сейчас, секунду, я тебя разбаню. 2 сек. Да, мне кажется, четырок этот парень был. Ну, не ладно, не суть. За зоной он, ребят, не мог находиться столько времени, он бы умер. Как бы он ни отхиливался, это уже зона очень бешеная. Эта зона, она долбит вообще просто безумно. Он бы тупо бы хилился, он постоянно бы находился на хиле. То есть, если бы он даже был за зоной. Угу. Аулим, спасибо огромное, сделано. Аппарат, спасибо. Трики, спасибо, дружище. Привет, Лех, смотрю, у тебя с 30 тысяч. Сказал. Юлия F4. I love you, спасибо. С большой буквы. Спасибо. Лех, сори за донат. Тролли. Марина Москва, привет, спасибо. Привет, ты сегодня неотразим. Спасибо, мне очень приятно. Жаль, не смогу на Игромир приехать. Ну, ничего страшного, ничего, бывает. Бывает и такое. Спасибо. Валли, спасибо огромное за донат, дружище. Леха, мне не давали, я на больничном купил себе Блади мышку. Блин, красавчик. Топ-стример. Спасибо, бро. Спасибо, мне очень приятно. Так, друзья, пока все у нас проходит удачно на стриме, и мы с вами движемся дальше. Уже 85 человек осталось, то есть многие скипнули из-за погоды. Это очень хорошо. Ребята, я напомню всем, в соло-режиме мы с вами должны войти в топ 100 Европы. Это очень будет сложно сделать, но мы с вами попробуем. Так, сейчас туда все прыгнут, значит, на рожок. Рискую. Поехали. С большой буквы.
Ты можешь отойти от камеры? Ребят, я сфотографируюсь и выложу в Инстаграм. Инстаграм есть в нашем паблике, ребят. Паблик внизу в описании к видео. Так что там все-все-все фотки найдете, не переживайте. Соло-лут? Нет. Нет, 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 нет. Магазин. Куда он летит? Он тоже на магазин. Опасно. Фаст. Фаст. Ну, бечь. Ну ты гонишь, а? Ну это же магазин, алоэ. Твою мать. Топ-точка, топовая точка. Ты посмотри, что делается. Вообще, ребята, ничего. Да как же так-то, а? Да как это работает? Это жесть. Охренеть. Охренеть. Есть. Цветочек. Сори, что беспокою. Ну блин, будь добр в ВК прочитать. Окей, окей. Тебе сейчас прям срочно? Срочно сейчас нужно? Бро, сейчас я, наверное, не буду читать. Давай после стрима, хорошо? Вижу. Вижу. Красава! Минус. Вот это было очень важно сейчас его забрать. Даже не понял вообще, что произошло. Слайс X4. Он тоже без лута. У него нету лута хорошего. Что вообще дичь какая-то. Что, они здесь лут, что ли, пофиксили? Ну, такого не может быть. Так, здесь где-то был шлем. Где шлем? Где-то я прямо его увижу. Погнали. Так. Добротно. Воу! Да ладно. Да ладно, зона, серьезно. Фрилут? Вот это заявка на победу. Зона, я в самой центре зоны, в самом центре. Прошу прощения. У меня есть глушак уже. 3х4, один я выкину. Ребят, х4 я всегда забираю только для одного. Внимание, ребята, не тролльте. Кто может быть первый раз на стриме. Ребят, я... Х4, ребята, я забираю только для одного, чтобы мне не стали с них жагалить. Я их потом где-то выкидываю. То есть в траве, ну просто где-то выкидываю, короче. Так, чтобы просто люди их, ну, было более сложно найти, так скажем. Так что... Блин, опять я забыл билды, кстати, на клавиши поставить. Так, окей. Значит, напротив магазина я пошел лутаться, давайте в левую сторону. Кстати, так, вот это мне надо забрать. Третий рюкзак нахрен. А вот это важно. Вижу. Один. Далеко. Это далеко. Не побегу. Не побегу. Рисковать нет смысла. Не вижу здесь смысла риска. Окей. Сейчас, кстати, как раз проверим. Вот это вообще отлично. Есть ли смысл? Нет. Нет. Не вижу смысла. Юмп уже с глушаком, тем более, не будем. Вы знаете, я очень зря недооцениваю юмп. Когда он, тем более, с глушаком, это очень крутая пушка, на самом деле. И то, что мы вот так к нему каждый раз относимся, то, что юмп его надо сразу в первую очередь с понтом выкидывать, нет. Нет, друзья, этого делать не надо. Сюда, кстати, могут приехать. Причем это без шуток. Почему с телефона стрим быстрее, чем с компьютера идет? Ребята, есть такая тема, я, кстати, ее тоже замечал, не знаю почему. Нет у меня ответа на этот вопрос. Почему с телефона стрим быстрее, чем с компа? Очень сложный вопрос, не знаю.
хрен его знает, ребят. Кто-то, может быть, в этом разбирается, но без понятия. Спасибо огромное, ребята, кто присоединяется к каналу. Добро пожаловать. Бедя, спасибо. Привет, я от Сурина, ты топ снимаешь, супер, давай 3 топа подряд, удачи. Постараюсь, бро. Насчет топов я не обещаю, бро, но я буду очень стараться играть. Сейчас каждый фейл будет у нас откат статистики, просто безумный. Сейчас очень важно именно сыграть вот как положено. Это прям... Так, у меня full комплект на Юм. Но есть нюанс. У меня нет на него патрона особо. И это очень печально. Нет, не буду я уходить. Знаете, очень опасно лутаться, особенно в дождь. Вы заметите, кстати, что аптек практически нет. Аптек нет, и сложно, ребята, сложно. Давайте я еще маленечко прихвачу патриков. Сковорода прекрасна. Еще возьмем патриков. Сюда, по-моему, еще один чувак падал. Нужно быть очень внимательным. Но падал он в другую часть этого города. Я так думаю, что сейчас просто из города нужно уйти. Просто взять из него и обойти этот город. Фрилут просто, ребят, терять не хочется. По любасу, когда играешь на стату, если бы я сейчас по фану играл и больше общался с чатом, то, конечно, бы я бы сейчас пошел где-нибудь на мост или еще куда-то. Вот это очень интересно. Это прям очень интересно. Кинь. Улетел. Угу. Ангары обязательно надо лутать. То ли на миль, то он долетел. Я, ребят, не знаю, где он. Сейчас уже мы начинаем рисковать. Спасибо огромное, аппарат. Нет, не срочно. Этот шлак скалящийся подождет нашего прихода. Ну окей. Да пусть скалится, забей. Я понял примерно, что ты мне хочешь сказать. Я тебя умоляю, я всех пригласил же. Я же всем приглас отправил. Всем рад. Из какого я города? Город Клин, Московской области. Всем привет, привет, ребят. Ты из кого города, если не секрет? Нет, не секрет. Сегодня, вы знаете, такой небольшую жизу вам расскажу, пока я лутаюсь, пока есть возможность. Сегодня, короче, забираю плащ. Думаю, ну, посмотреть, как он вообще вот удобен, он неудобен. И, короче, пошел пока до машины. Пошел до машины прямо в плаще. Короче, я сегодня охренел, как смотрят люди. И сначала я немножко не допедрил, что такое. Почему же Donation Alert не пропускает свыше 500 рябчиков? Бро, у меня не Donation Alert. Не-не, дружище, у меня донат Pay, и по 50к даже донатили одной суммы, и проблем не было. Это просто что-то сегодня у них какой-то затуп. Так что забей. Спасибо тебе огромное, Валя. Не донать, братан. Спасибо, потому что сегодня очень много задонатил. Вот, и выхожу. Ты знаешь, вышел, получается, большой центр. Короче, где вот это ателье находится. Спускаюсь по эскалатору, знаешь, такие взгляды. Я так очень себя странно почувствовал. То есть, знаешь, они такие все, типа, не поймут. Потому что, ну, плащ, здесь не видно клепок, здесь шипы вставлены. То есть, может быть, да, вам там плохо видно на камере. И, ну, слишком броско ты выделяешься, прям дико. Нет,
цветочек. Цена этому шкалящемуся 90к. Бро, не понял, про что говоришь. Ну, пообщаемся после стрима, окей, не вопрос. 90к. Не знаю, дружище, о чем-то. Надо посмотреть. И знаешь, так странно себя почувствовал, выходишь такой, люди так смотрят, типа, что за херня, никто не понимает, то есть, что это такое вообще, то есть, почему ты так одет и как так вообще. Ребят, я напомню, если стрим по каким-либо причинам отваливается, то есть он там, бывает, фризанет там или еще что-то, друзья, не обращайте внимания, это или YouTube, потому что сейчас в ночь, особенно вот ближе к ночи, когда мы стримим, они там что-то делают, запиливают. Просто, ребят, чуть-чуть наберитесь терпения, и все будет ровно и четко. Так что это либо, ребята, YouTube, либо просто немножечко подождите, хорошо? Спасибо, ребята, у кого есть терпение, кто не паникует там в чате, не носится, как этот угорелый. Орет, что все говно, он Д'Артаньян и так далее. Спасибо за понимание. Очень интересный расклад. Сейчас мы будем смотреть, куда круг. Круг, ребята, еще раз на меня. Но в этот раз нельзя, я повторюсь, нельзя делать акцент именно на... Нельзя, ребят, делать акцент на win-rate. Win-rate, то есть это нужно выживать. Нет. Этого делать ни в коем случае нельзя по одной причине. По одной, ребят, причине. Я вам ее сейчас вижу, едет. Очень далеко вижу, едет. По одной причине, ребята, потому что один рейд, то есть если вы сделали то, что да, вот все, я выиграю, все, я классный, и вас убивают, и у вас нет киллов, то вас очень жестко откатит. Очень жестко у вас, вы получите откат просто безумный. На самом деле, вот здесь позиция очень интересная, в плане, знаете чего? Во-первых, скорее всего, в липовку кто-то точно поедет. Это прям к бабке не ходи. Да, Последний ангар, не, залутал нормально. А попробуй так проехать на своем коне. Все кипяточком и зайдется. Ну, да, согласен. Ну, странная реакция людей. Ну, знаешь как? Я бы тоже обернулся, это непривычно. Но это реально круто смотрится. То есть, это ты выходишь, прикинь, там все, знаешь, такие... Такая, у всех такие хмурые, знаешь, такие выходят с работы. Такие все, знаешь, там в засаленных каких-то футболках обрыганных, там еще что-то, да. То есть, мужики реально забыли то, что можно... Не надо покупать там какие-то супер там фирменные дорогие рубашки. Но можно рубашечку какую-нибудь наглаженную взять. Вот этот стиль вот этого вечного унылого человека, это... Я просто реально вот просто посматриваю на все это. Ну, как-то очень странно смотрится. Неужели нельзя как-то красиво выглядеть? То есть, ну, странно. Я не говорю, что нужно какой-то перебор, там, допустим, заморачиваться, как я сегодня опять, блин, поехал. Опять с пацанов напряг. Кстати, огромное спасибо ребятам, которые мне сегодня опять там укладки делали. Я что-то вообще в последнее время, блядь, стал настолько заморачиваться, но это круто. То есть, спасибо, ребята, на самом деле, мне просто это стримы, это прям вот реально стримы. То есть, ты прям сидишь и ты понимаешь, что да, вот ты в теме, ты в образе, и все очень круто. Ребята очень быстро поняли, что я захотел, то есть, я им показал наглядно, ну, что нужно. Крутяк. За ваше здоровье пью чаек. Достойно. 1300 человек, ребята, огромное всем спасибо. Добро пожаловать на наши стримы. Зовут меня Леха, вы находитесь на канале Hardplay. Располагайтесь, ребята. Это серия игр по PUBG. Мы с вами пытаемся войти в топ Европы. Задали очень высокую планку. И мы такими аховыми темпами продвигаемся в топ 100 Европы по общему рейтингу, что... Ну, это очень круто. Я поражен, что сюда никто не едет. Я очень поражен. Это очень странно. Спасибо вам огромное, ребят, за подписки. Присоединяйтесь к нам. Добро пожаловать. Не забывайте, мои хорошие, когда нажимаете подписаться, рядом сразу появляется колокольчик. Жмякайте на него, ребята, чтобы знать, что, где, кто, когда и зачем.
Камера, ребят, если отстает, это я, может быть, сворачиваю там... Сворачиваюсь, короче. Барбершоп, да, вообще крутые ребята. Привет всем огромный, кстати, если меня оттуда ребят смотрят. Спасибо, парни. Гапарь, давай. Сейчас от этой зоны вот я начну играть. Очень странно, что сюда никто не едет. Это центр зоны. Обычно уже в это время здесь уже заруба происходит. Какая у тебя вебка? 920C, Logitech. Леха, а что ты в куртке? Ну, в куртке, ну, просто холодно. Слева еще бегает на горе. Еще раз зона от меня. Фига там чат. Ну что там? Да это случайно я попал. Ребят, мне приходится иногда сидеть. Я просто не хочу проваливаться в статью. Знаете, у меня такое ощущение, что дождь еще жестче пошел. Не кажется, нет? Или мне глючит? Наводочка. Наводочку. Случайно, вы же знаете. Ох уж эти случайности. Сейчас я его, короче, лутану, подбегу. Тачка вон стоит, я вижу. Блин, тачка далеко очень укатилась. Очень далеко. Зачем так рано открывать парашют? В смысле? Какой парашют? Где открывать? Ты о чем? Что? Что это такое? Что это такое? Блин! А не могу поехать на Игромир. Хотя есть уже косплей на CSGO полиционера, включая музончик МБ. Я немного заработал, купил всем что-то новенькое, бабушке и маме денежку на телефон кинул, сижу, кайфую от того, что меня расслабило наконец-то, а так повидал в больничке очень много. Ты поправляйся, главное, поскорее, не болей. Ты бы лучше эти деньги на лекарства оставил, на самом деле, Валь. Сань, ты тратишь бабки, которые ты бы мог себе отложить на реально, они тебе сейчас нужнее. Шур, спасибо тебе огромное за такие лютые донаты. Спасибо большое, ребята. Просто я не знаю, что вы сегодня творите. Вы сегодня уже надонатили? Мне кажется, вот уже этот плащ мы его отобьем. Часть от плаща точно. Спасибо. Парни, огромный вам респект за такую поддержку. Сорян, ребят, за такие долгие посиделки, но я прям хочу резко в 1000 войти. Очень резко. Если честно, вот сейчас сижу, расслабляюсь. Звук в игре очень красивый. Даже вот в наушниках. Справа вижу. Знаете, что самое интересное? Ему сюда бежать. Тачка поехала. Шел. Я погнал.
Я реально попробую на этом отыграть. На юмпе. Вообще никогда на нем не отыгрывал. Вообще никогда не заморачивался, не загонялся юмпом. Вот это отвечаю вам. Сами знаете, как я к юмпу отношусь. Попробуем сейчас. 2 килла. Топ-20 практически. Тот дом уже занят 100% здесь. Мне бы хорошо сагрить кого-нибудь. Очень было бы хорошо сагрить. Ну, с кем мне сейчас зарубиться? Я сейчас кого-нибудь сагрю 100%. А еще лучше, знаете что? Сам покажу, что. Я что-то затупил на такую зону. Неужели я ее буду... Это же вообще просто мега топовое место. Сейчас вся эта братья побежит. Она сейчас со всех сторон они полезут. Смотрите, левый фланг у меня полностью прикрыт. Место... Кстати, я уже здесь как-то отстреливал. 7 или 8 фрагов я так здесь набил тогда. Вот он. Забрать. Очень странно, что я по нему не попал. Очень странно. Четкий выстрел и не попал по нему. Очень странный. Топ-20 уже. Слева стреляют. Плотно. Вижу. Далеко. Мимо. Мимо. Не могу вообще попасть. Упал, сейчас его зона начнет херачить. Попал он мне. В башню, по-моему, дал. В тело. Причем даже не в броню мне попал. Вообще непонятно куда. Забейте. Все нормально. Так, смотрим стату. Здесь главное спокойно. Так, рейтинг. 367, и эту катку мне не засчитали. 367 мы в среднем за каждую катку так играем и продвигаемся где-то на 367. По 100, по 150 мест продвигаемся. Я был полностью закрыт со всех сторон. Полностью со всех сторон закрыт. Так, еще раз место. 367, но это пока что. 367, отлично. 367, сейчас, ребята. Жесткая. 367. 800 мест, да. 800 мест уже подняли. 367. И этот еще не засчиталась игра. Отлично, поехали дальше. Только не останавливайся, спокойствие, спокойствие. Здесь главное спокойствие. Сами знаете, если сейчас начнет... В спину не могли забрать, там вода. В какую спину, дружище? Спокойной ночи, доброй ночи. Чем дальше играешь, тем больше читеров. Дружище, я полностью с тобой согласен. Того забанили, ребят. Я вам, кто не был на предпоследнем стриме, того забанили. Который нас через крышу убил, его, он улетел, у него аккаунт. С горы забрали, я полностью был закрыт про.
Здорово, Леха, здорово. Это тот самый плащ, да, дружище? Да. Блин, они полную копию сделали. Просто полную вообще здесь. С шипами совсем, парни. Вы бы, если бы ее вот увидели. Но я в конце стрима, ладно, встану. Кто до конца стрима досидит, я встану, вам его покажу. Я прям вебку отдалю. Я покажу вам, ребят. Стрикс. Если даже спина открыта, то не ваншотит с одного раза. СКС в третий шлем не ваншотит. Все нормально, все, забейте. Все в порядке. Типы с телепортом забанили. Да, это он и есть. Вот я про него и говорю. То есть отлетели сразу. Иван Заярный, спасибо огромное за подписку. Добро пожаловать на наш канал, ребята. Хорошего вам настроения. Вот, и я не договорил немного совсем по поводу видео, ребят. Видос реально, последняя нарезка набрала 100 тысяч просмотров. Если так пойдет дальше, если вы так адово будете комментировать эти нарезки, ставить лайки, ребят, мы хотим делать под 10 нарезок в месяц. 10 нарезок. Если будет получаться по совершенно разным тематикам. Так что, ребята, спасибо. Саня Спасский и мистер Алекс, спасибо, дружище. Ладно, я отойду. Жди от меня донат. Влад, не запаривайся. Сегодня очень много людей задонатили, поэтому вообще не напрягайся. Нет, Вали, вроде все равно. Чего меня из скайпа удалил, то? Тогда. Мне просто интересно. Бро, в смысле? Я чистил скайп же. Валя, я тебя добавлю, кинь мне еще раз, отпишись свой скайп, и все. Я чистил, там просто, я прям подряд, начал всех подряд тыкать, потому что, ну, в скайпе творилось непонятно что. Привет, Ливанс, привет. Бро, Ливан, я тебя просьба сегодня не донать больше, потому что, ну, людей задонатил уже очень большое количество, все в порядке. Лех, ты спортом занимаешься? Да, ребят, сегодня с тренировки. Ну, сегодня я такую лайтовенькую тренировку, кстати, клуб «Боевые перчатки», ребята, огромный респект, привет. Всем, там, Ленке, Андрюхе. Эндрю. Привет, Тос. Ну чё, рискнуть? Рискнуть, не рискнуть, сука, рискнуть, не рискнуть. Рискую. Сейчас прыгаю за 3 килами, минимум. Раз. 2. 3. Он в сторону улетит. Раз, 2, 3. 3, но они все в сторону. Главное сейчас транспорт найти. Вот этот мой будет. Твою мать, мод. Нет, дружочек. А, он вообще развернулся. Красава. Просто лучший. Пошел. Давай. Давай, дружище. Убивать. Он в муку. Машина его зацепила. Он не зря бежит, оборачивается. Он в муку весь. Опачки. Под фриз попал. Он понимает, что все, конец ему. Есть. Парень поспешил. Очень глупо сделал. Спокойный лут, фри лут, ребят. Весь госпиталь наш. Здесь тишина была полная. Обязательно надо было его забирать. Обязательно. Потому что друг друга здесь шкурить
Это очень долгая история. Раз фраг, это первый был. Но он бежал, у него там у него хп оставалось немного, потому что его, ну, нормально прижало этим. Машина его бахнула так жестко. Твою мать, что такое-то? Я что-то рюкзака не вижу. Что по рюкзакам-то вообще, ребят? Что-то с рюкзаками так все печально. Здравствуйте, привет. Дратучи. Опа-опа, отдыхаем хорошо. Плащ, огонь в ВК будут скрины. Спасибо, Косплей дружище. топ будет. Я согласен. Это будет один из топовых косплеев на Игромире. Да в смысле? Твою мать, где плащ? Ой, этот рюкзак. Ты, ну не может такого быть. Жесть. Просто жесть, братва. Есть. Есть. Кинул заявку повторно, если что, мой ник Александр, подчеркивание богатый. А Принято. по-английски, ну ты понял. Алекс... Был еще такой фильм Ричи Рич, спасибо. Да я понял. Спасибо, бро. Сейчас сделаем, не переживай. Томпсон. Вот если сейчас на Томпсон найти глушак, то все. На этом эпопея очень быстро закончится, потому что он просто... Он бешеный. Именно с глушаком он очень жесткий. Так, точку мы возьмем. Так, мы даже вот так вот, наверное, сделаем. Зона еще раз на меня сыграла. Красава. Пусто. В кукушку получил. Брони вообще никакой нет. Голёши хотя бы полцены за плащ насобирать. Жду Чё, тебя мать, с ума перед камерой в полный рост. Минус. Спасибо огромное. Парень, что, из смелых, что ли? Парень из отчаянных? Мгм. Я люблю отчаянных. Ну, ему здесь прям метом, да, намазано? То есть ему надо вот конкретно сюда. Ну, окей. Привет, дружище. Спасибо. Радости и веселья на стриме. Хотел сказать спасибо.
На сайте Спасибо, друзья. с 1000 рублей запилил все скины в контракт и выбил складной нож за 5500к. Я не Спасибо удивлен. за то, что ты делаешь. Я Да, с не тобой. вопрос. Не вопрос, бро. Сейчас мы очень грамотно сделаем. Он надеется, что я здесь, наверное, с ним буду очень долго возиться. Мой косяк. Без комментариев, минус стата. Стрим снайпер, я тоже думаю. Надо выключать. Он приехал и смотрел вот именно вот в ту точку. Я, ребят, сорян, да, маленько отвлекся. Спасибо огромное. Привет, дружище, радости, веселья на стриме. Хотел сказать спасибо. Спасибо. Это тебе спасибо, дружище. Это все это мелочи. Так, что у нас по стате? Надо закрывать статистику, 100%, конечно. Надо закрывать стрим. Попасть на стрим, на самом деле, в конкретную катку вообще без проблем. Что за стрим снайпер? Ну, 100%. Потому что он приехал, он, во-первых, знал, в каком я корпусе, в какой я части корпуса. Поэтому забейте. Плюс я промахнулся сам лошара. Спасибо огромное, Никита Колесников. Спасибо, дружище. Замажь просто номер. Да, забей. Я просто буду выключать. То есть я буду включать, когда вот я именно прыгнул. То есть когда я прыгаю вот уже с самолета, я буду включать стрим, а так пока с вами могу пообщаться. О, привет, я тебя знаю. Привет. Че пьешь? Воду Байкал с витаминами. Вадим Ким. Теперь фолловер. Спасибо огромное. Спасибо. Тебе плащ только для работы или так ходить будешь? Для работы, конечно, ребят. Я бы не назвал это работой. Это то, что работа, это как-то, больше у меня связано с нежеланием работать. Здесь мы отдыхаем, мы, как вам сказать, это немного другое. Реклама, да нет. Просто сушит немножко после тренировки. Задержку проставь на стрим. Я не считаю нужным из-за стрима снайперов, ребят, ставить задержку. Это не нужно, это глупо. И из-за каких-то абраганов что-то пытаться там это... Просто он слишком четко приехал на конкретного человека и конкретно чекал. Но это тут понятно все. Тащи, Леха. Окей. Найс реклама. Ну, не нравится, можешь, дружище, пойти. И если ты думаешь, что когда меня люди спрашивают, что ты пьешь, и я им отвечаю название, это реклама, ну, ты какой-то странный. Почему Сайгу многие не любят? Она норм. Сайга, она потрошит машины. Она безумно потрошит машины, она уничтожает колеса и вообще технику, она любую уничтожает. Плюс, если Сайга стоит на большом этом, плюс, если Сайга стоит на увеличенном магазине, это 8 выстрелов Сайги. Машина обычно очень печально себя чувствует после такого проходки такой. Привет всем, привет. Кем ты работаешь, ребята? YouTube — это основное, то, чем я занимаюсь. И я круглосуточно практически занимаюсь нарезками, видосами, согласовываюсь с нашими ребятами, с нашими админами. Это Сервантес, это Санчес, ребята, кто у нас занимаются нарезками. Поэтому как-то так. Спасибо. Погнали. Поехали. Так, игра в тумане. Ну что ж, удачи нам. Спасибо. По копеечке на кост. Спасибо. Туман — это мосты, это дробовик, 100%. Это что-то вот такое. У тебя плащ с капюшоном. Ребят, я говорил, что есть два плаща. Есть плащ с капюшоном, он пошит по одному, это вот он. Есть плащ без капюшона в PUBG.
Плащ без капюшона. Это плащ, который носится без шарфа. Плащ с капюшоном носится только с шарфом. Так как без шарфа он, ну, не несет какой-то смысловой нагрузки, так скажем. И он, ну, как-то... Смысла я в нем вообще абсолютно не вижу никакого. Есть, заземлился. Очень, очень густой туман. Прям не густой, это прям жестко густой туман. Сюда я 100% падаю соло. Понеслась. Вот здесь уже будем все закрывать. Можно, в принципе, спокойно лутаться. Так, но на Сосновку проехать не могли. Что вообще туда переплыть? А куда зона, интересно, будет? Если, короче, сейчас зона на Сосновку отыгрывает, все, сразу туда прям. Просто первое оружие, которое мне сейчас попадется, сразу на Сосновку. Сразу прям. Причем даже, знаешь, как с помощью лодки мы сейчас это забабахаем. Просто вот первое оружие, которое сейчас мы найдем. Великолепно. Все. В принципе, можно эти два ангара все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это все. Ладно, хрен с ним. Полутанем фаст-лут второго ангара, потому что без каски, сами знаете, ребят, что может случиться без каски. Без каски можно улететь в мир Волгала очень быстро. Сейчас попробуем. Третий шлем. Лучше не придумаешь просто. Что мы имеем, ребят? На минимальном выходе, то есть минимальные два каких-то странных дома, у нас с вами выход просто безумный. Это и дробовик, это, в общем-то, все, что нужно, кроме чока. Если сейчас мы еще находим чок, хотя бы, то, в общем-то, ну, это вообще топ. Это, в общем-то, топ-лут практически. Там за малым исключением. Снайпа здесь это глупо брать. Это, знаете, вот СКС можно взять для ближнего боя максимум. То есть просто вот лупануть с нее без прицела, только не с бедра, как я в тот раз затупил. А прям без прицела, прям берешь с нее и захерачиваешь. Переплываем сразу, ребята. На Сосновку-то мы не поедем, а вот в Новорепное, в принципе, или вот в эти дома... Да, мы сейчас, ребят, забабахаем с вами в эти дома. 100%. Привет, ребята, всем привет, здорово. 64 выживших. Туман люди очень любят, в туман играть очень сложно. Мост сейчас 100% будет засада, 100%. Подскажите, для чего нужен чок? Ребята, чок увеличивает вашу кучность стрельбы. Он увеличивает, мало того, что кучность, он еще увеличивает дальность полета дроби. То есть вы начинаете стрелять более кучно. По факту, короче, на близких дистанциях чок дает увеличенный урон. Давайте я вам так проще скажу. То есть начинает дробовик вжагаливать, он может реально сваншотить даже в третьей броне. Смотря куда попасть. Ребят, я напомню, здесь хитбоксы полноценно работают. То есть здесь есть реально понятие, что ты можешь попасть не в броню и убить человека. То есть ты можешь попасть ему в плечо, забрать его сразу с ваншота. Ебать есть... ты киллер, ахах. Найс костюмы на стриме. Спасибо. Сегодня 3 раза взял топ. Спасибо, бро. Спасибо огромное. Сучка, как нарочно, ни одной лодки. Ни одной. Вижу. Слушайте, очень атмосферно. Очень атмосферно. Да, мы сейчас мост заберем. Если там нет никого, то сейчас мы заберем.
Спасибо, ребята. Спасибо. Хорошего всем вечера. Добротного просмотра. Спасибо. Сейчас, ребят, я доплыву. Вообще ни хрена не видно. Короче, лодку только слышно. Вот вы плывете, лодку реально слышно, но видно ее не будет. Можно мост, ребят, и на мосту устроить, короче, поиграть на килл-рейтинг. Помнишь парнягу, у которого 4 чока было, а которому я 5-й кинул? Да. Был такой отчаянный. Был такой у нас товарищ. Чок. Нужен чок. Дробовик обязательно нужен чок. Помнишь, что я вчера говорил про обрыганные дома? Что там топ-лут? Вот видишь, Да. так оно и есть. Ну, это понятно. Но я уже тоже это давно заметил. Спасибо огромное за донат. Я давно уже это заметил. То, что реально в каких-то невменяемых просто домах ты можешь найти вообще просто полный комплект. Просто все, что только возможно. Поэтому, ну, это не новость. Так, нужен чок. Ребятки, нужен чок. Сейчас будет опасная пробежка. Блин, даже здесь нет ни машин, ни транспорта. Вообще нет ничего. Вообще ничего нет. Вероятность того, что сейчас здесь я кого-то встречу, она на самом деле минимальна. Невелика вероятность. Леха, какой дробаш лучше? Ребят, я бегаю с дедушкиным дробовиком. Урон у него вообще беспощадный. Если с него попасть правильно, то люди отлетают просто как семечки. Ну, со всего надо уметь, ребят, стрелять. Сами знаете. Silent Hill какой-то. Полностью согласен. Очень атмосферно. Вижу мод. Ни в коем случае здесь никаким транспортом нельзя палиться. Ни в коем случае. Только здесь палишься транспортом, они тебя могут не увидеть, они тебя услышат. Здесь надо все делать спокойно. Естественно, всегда в любом абсолютно катке есть шанс нарваться просто элементарно на человека. Прям наступить на него. Потому что, естественно, кто-то будет лежать. Это дураку понятно. Нужно мост занимать. Это будет очень сложно, но нужно занять мост. По-хорошему, надо сразу уже сейчас туда двигать. Лутаю эти дома, даже не буду занимать. Знаете даже что? Даже не мост, а вот эти дома, на которые я отметку поставил. Это вообще прекрасно. Теперь можно спокойно отыгрывать. Очень хороший дроп. Там, где хороший дроп, по закону подлости бывает очень быстрая смерть. Мы этот закон постараемся как-то... Блин, нет чока, это очень печально. С чока этот дробовик, он ненадежный. Человек на Ада. Чего? Спасибо, но я не понял. Плащ, спасибо огромное. Обидно. Обидно. Окей. Так, вот здесь надо. Здесь самое главное вот этот дом занять. Сейчас будет стрёмная перебежка.
Дурное у меня какое-то предчувствие, если честно. Дропа нет. Вам не кажется? Дропа 0. Здесь сидеть будет. Красавелла. Ошибся, вроде нет никого. Аптечка не под байт это была. Только не говорите, нет, это на ПП глушак. Я отсюда, кстати, мост вижу, прикиньте. Ну что ж. Я в самом центре зоны. Топовая позиция, абсолютно топовая. Оттуда меня не увидеть с горы. Шаги. Нет, глюки. Каска, если что, лежит вторая. Броня вторая. Очень выгодная позиция. И очень херово видно. Очень херово оптику видно, вообще ни о чем. Твою мать. Здесь вот более-менее. Сейчас все сюда пощемятся. Сейчас здесь будут зарубы просто безумные. Мы очень быстро заняли с вами позицию правильную. 38 уже человек выживших. Вот это вот прям четко было бы, если бы сейчас сюда он аэр дал. Даже вот сюда. Ну, только не в Новорепное. Падла. А чем черт не шутит, поехали. Съем. Рискую сейчас. Съе. Скорее всего, сейчас мой дроп будет. Очень велика вероятность. Ну или я умру. Съе. Босой, почему ботинки снял? Короче, когда ты находишься в этом, в помещении, ногами практически не слышно, как он топает, если снять ботинки. Это именно в помещении, но, по-моему, скорость бега снижается. Это будет очень интересная катка. Я бы ее вот так назвал. Если сейчас меня не вырубит как-то по-глупому, это будет просто фантастика.
Рядом. Стрельба уже идет. Вот если бы они мне дали X15 во время того, как тумана нет, это бы было просто превосходно. Здесь, ребята, X15, он... Здесь X4-то особо не нужен. Уж X15, ну, тем более. Ну что ж. Это будет интересно. Это реально будет интересно. Вообще ни хера ничего не видно. X15 такая... Здоровая такая елда лежит, знаешь, на пол этого. Бандит, спасибо огромное за спонсорку. Спасибо, дружище, спасибо за платную подписку. Вообще никого. И еще раз я в центре зоны. Ну, это просто топ. Даже вообще нечего отсюда рыпаться. X15 подбери, да пусть берут. Че ты? X15, он здесь, ребят, он... Куда здесь целится? Здесь туман. Это туман, ребят. Тридцать выживших. Леха, ты косплейный плащ, да? За мостом. Я думаю, я даже по-другому сейчас сделаю. Всякое что другое. Замочу. Хер с ним, что будет, то будет. С пулеметом, ребят, грех мост не поконтролить. Это ж пулемет. Любая машина, любая техника, которая сейчас проезжает, 100% взрывается. Патрон там просто обосраться сколько. Жми не хочу. Просто тупо чек мост. Угу. Вот оно место. Здесь вообще никто не может увидеть. Просто это исключено вообще, абсолютно. Ты просто встаешь и убиваешь людей. Лодка. Вообще просто ни хера ничего не видно. Вообще ноль. Двадцать 24 выживших, я вообще никого не вижу. Внизу, что ли? Петя в центре зоны, прикинь. Вокруг идет. Так, я обустанусь на всякий. Вообще великолепно. Двадцать 24 человека, я ни единого выстрела еще не сделал.
Мост. Мост, ребята. Пошла жара на мосту. Невозможно увидеть. В тумане просто невозможно. В оптику вообще здесь без толку смотреть. Лодка подъехала. Справа из воды тело стреляет. Один в воде. Эти мрази, которые из воды играют. Значит, он сейчас стоит на самом краешке. Надо уходить. Спасибо огромное. Чок, надо. Спасибо, ребята. Лехнемо, ну я тебе не донить слишком. Ты крутой, у тебя контент, просто вот сижу и не могу не заданить тебе 50 рубасиков. Спасибо. Перчик, спасибо. Ребята, всем огромное спасибо за донаты. Спасибо. Еще одна зона идет. Вообще ни хера ничего не видно. На том берегу еще кто-то стреляется. Это, короче, -2, товарищи. 17. Прикинь, есть реально кретины, которые еще на том берегу. Но это смертники. Сейчас, смотри, будут от зоны умирать. Я вот этого с воды жду. Умника. Я прямо его очень жду. Его прям увидеть хочу. Который с воды поливал. 16, ребята, надо обязательно войти в топ-10. Чтобы подыграть на вин-рейтинг именно. Проверяем. Да, можно. Отсюда можно с эмки работать. Это очень хорошая информация. Сейчас будет момент истины. 5 человек мне надо дождаться. 5, мать его, человек. Вижу. Бам. И он не отъехал. Там сидит чувак. Пара там. Вот они. Это с воды вышел. Там пара стреляется. Я вообще не буду лезть ни в один замес. 12 выживших. Вот оттуда сейчас пойдут. Там один лежит, один на подъеме. Сейчас будет зона ИГГ. 2. Просто выжить 2 человека.
Вообще непонятно, где стреляют. Где-то там. Снизу бежит, вижу. Вижу, можно забирать. Забрал. По низу можно пройти. Очень аккуратно. По низу. Очень аккуратно. В топ-10 уже вошел. Второй убитый. Плюс статистика 100%. Ран за бустами пробую. Уйти. Еще одного надо убить как-то. Право. Право, Кар. Встретите обязательно его. Очень близко, Кар. И он сейчас побежит. У него выхода нет. Бежит, вижу, право. Слева ползет, вижу. Вижу, что зона. Норма, ребят, все в порядке. Слева меня с холма сейчас заберут. До этого бугра надо ран делать. Нельзя здесь лежать. Заберут 100%. Бля, какой же... Не может он меня здесь попасть. Лошара. Не надо, чтобы они схлестнулись. Секунд и бежим. В идеале еще надо 1 килл. Надо, чтобы стрельба началась. Срочно. Блять, первым я не побегу. Конечно, чмошная зона, а. Пять человек. Угу. Это СВП стрельба. Вижу. Справа меня забрали. Ничего страшного. Все в порядке. Рюкзак вообще надо было выкинуть туда к чертовой матери. Рюкзак сейчас меня очень дико палил, я даже не мог ползти. Вот, ребят, поэтому я всегда беру только первый рюкзак. Хорошо отыгранная катка, нормально откатали. Для статы это просто идеально. Ребята, смотрим дальше. 2825 место. И это еще не вошло в статистику, вот эта катка. То есть мы сейчас будем уже где-то на... По килл-рейтингу 552. 2825 место. Красава. 2825. Сейчас, ребята, я на стриме переделаю. Фу. Жестко. Сейчас, ребятки.
Надо маленечко выдохнуть. Очень напряженно. Очень напряжно. Нет. Ну, я вижу стримы на ее канале. Что за нарезка? О какой нарезке речь идет? Ну что ж, ребята, все. Маленько выдохнули, трек послушали. Погнали дальше. Медали повесить на плащ. Ребята, что самое интересное, медали вешаются на плащ с капюшоном. Плащ без капюшона вешается без медалей, без шарфа, он не застегивается, то есть априори свои он не застегивается. Что за топ-стрижка? Будет стрижка, я не знаю, как она правильно называется, короче, стрижка это будет она будет доделана немного, и будет полная, ну, короче, копия косплея прям целиком на главного персонажа в игре. Вы знаете, вот этот плащ, причем вот у него, допустим, вот у этого есть пояс сзади, видите, да, идет пояс. У того плаща нет. У этого нет накладки на плече, то есть, видите, он идет без накладок. У этого есть медали, у того нет. У этого, видите, у него поясок идет без кармана, то есть карман нет. Вот здесь вот у него расклешенный, видите, как у этого плаща. У того тоже нет. То есть, по факту, ребят... Интересная тема. Леха, зацени видос. Славон, ну не сейчас мы заценим видос. Экран, ну, не убрал я. Как сказать, не убрал. Сейчас. Вот теперь можно экран. Экран включил, ребят, да не вопрос. Включил. Не-не, я же вам сказал, ребят, я думаю, вы поняли прекрасно, о чем я говорил. Так, ну что ж, сейчас будут самые плотные катки в этом челлендже. Челлендж мы сегодня проходим второй день. Если мы за сегодняшний день его выполним, хотя бы войдем в топ-1000 Европы, а такими темпами мы реально можем туда залететь, это будет очень мощно. Экран, в смысле? Вы же видите, ребят, экран. Блин. Вы же видите экран, в чем проблема? Слева летят, справа. Сюда заезжаем. Смотрите, вот этот вот чувачок. Короче, если нам... Вон тачка стоит, вижу. Чувак летит на мэншн. Смотрите сейчас, что мы сделаем. Нет, тачку подрезают, не сделаем. Тачку забирают, ребят. Если бы тачку не забрали, то 100% бы отлетели. Сейчас вот тот чувачок, он отлетел. Он бы тупо не успел залутаться. Потому что лететь ему еще очень долго. Хорошо бы вот сюда сейчас кто-нибудь подъехал. Вообще в катке надо в самом начале, в идеале, делать первый килл. Сразу прям. Ты спрыгнул и просто прям сразу залетает первый килл. Да ладно. Да ладно. Вот это кросс. Просто в камешек. До свидания. Вот этого я не ожидал. Такого подарка судьбы. Просто вообще не мог ожидать. Фух. Леха, почему ты в куртке? Потому что светофор зеленый. В куртке, блядь.
Я в плаще, короче, а внизу нет ничего, ребят. Как эти эксгибиционисты. Оба! Зашел, знаете, такой, опа, заходишь такой, хоба! Смотри, как я могу. А что, нельзя? Чё, мне казалось, это круто. Что-то насчет... Хрен с ним, давайте рискнем. Ну да ладно. А ну-ка, дружочек, кинь-ка. Ну кинь, ну не жопся. Это было бы сейчас просто топом, если бы он сейчас скинул. Он уже, наверное, кинул где-нибудь. Да. Ладно. Окей. Ой, да не ври. В смысле, у меня хп отнялось с рояля. ХП-то сейчас сняли. Ну да ладно. Окей. «67 выживших уже». Уникальные вообще. Просто, ребята. Я вообще не представляю, как можно играть так, что вот так вот умирать. Так, глушак подъехал. Это очень хорошо. Я не думаю, что здесь кто-то есть, потому что, ну, маловероятно, что сюда поехали. Если поехали, то уж точно на камушки поехали бы, ребят. Так. Большой дом, пытаемся. Да, сейчас мы, короче, от края зоны будем играть. И в этой катке я постараюсь, ребят... Ай, блин, постараюсь я побольше убивать... Больше убивать именно от края зоны, если играть, короче. Короче, вы поняли. Если не поняли, ничего страшного. От края зоны, короче, здесь надо на килл рейтинг. Потому что килл рейтинг, если сейчас начнет проседать, там достаточно один раз нам будет ошибиться, и нас очень жестко в стате откатит. Ребят, кто не знает, мы играем на топ-100 Европы. Вот это, кстати, очень приятно и внезапно. И очень круто, что вот эта пуколка, она могет. Ну и для полного счастья еще и броня, блин, есть. Может быть, вообще вниз. Может, вниз бахнуть, а? Не рисковать вообще нахрен с этими камушками. Ну, сейчас рискнем, получим в жбан от какого-нибудь кимпедраста. Нифига там, блин. Прыжок за прыжком. Давайте-ка мы вот здесь залутаемся, ребят. Все равно лут, он... Если он есть, он есть. Если его нет, то как бы там ты хоть себе сральник разорви, то его не будет. Дверочки надо бы за собой, конечно, прикрывать. Ну что ж, сейчас, я так чувствую, будет отыгрыш в этой катке с Вектором, ребят. На УЗИху я уходить точно не буду. Постараюсь с Вектором отыграть. Вектор, кто не помнит, ребята, на него добавили новые обвесы. Уже приличное количество времени, кто давно не играл. Я напомню, что у Вектора теперь, ребята, есть ложе. Ложе от 416 М-ки, его можно накидывать. Тем самым они все-таки Вектор... Усилили очень его неплохо. И прям, знаете, куча патрон мне на Вектор падает. Это говорит только об одном. О том, что все круто. Дверки мы здесь, пожалуй, будем закрывать. Вектор при полном обвесе, короче, очень неплохо парашит. Знаете, в каком формате? Очень неплохо выстегивает кучи. Если вот чувак, допустим, даже на тебя выходит с дробовиком, грубо говоря, если один раз он по тебе не попал, он умрет. Спасибо, дружище. Спасибо, ребята, за донаты. Одним глазом смотрю твой стрим, а другим сплю. Вот интересно, и как же у меня это получается? Сложный вопрос. Сложный вопрос.
Ну, если что, то отдыхай. Хорошего завтра, ребят, кстати, всем дня. Кто идет спать, кто идет уже отдыхать. Расслабляйтесь, конечно же, отдыхайте. Это дело хорошее. Если есть, конечно, такая возможность. Юмп лучше. Нет. Ребята, ну, здесь спорить, что лучше, знаете, это такой, на самом деле, аттракцион, он довольно глупый. Почему? Потому что кто с чем привык стрелять. Калибр, ну, это дураку понятно, что повыше у Вектора. Но, в принципе, если вы привыкли играть с юмпом, то можно, почему бы и нет. Почему бы и не отыграть с юмпом. Ну что ж, мы здесь, в принципе, практически все залутали. Сейчас мы смотрим, куда отыгрывает зона. Ребята, с зоной пока что очень везет. Все настолько четко и красиво с зоной, что просто вот великолепно. Вот все пока что как надо. В смысле? Дистанция пристрелки 50 метров? Что? У Вектора... Они 50 метров дистанцию Вектору сделали? Саня, отдыхай, конечно, дружище. Отдыхай. Если залипнешь, до завтра. Я вообще новичок, только начинаю. Если, ребята, кто к нам только-только присоединяется, всем добро пожаловать. У нас новичков, старичков разделения нет. У нас все заходят, ребята, отдохнуть. Кто-то от повседневной суеты, кто-то от каких-то домашних проблем. Всегда вам, ребята, рады. Чтобы как-то порадовать, поддержать, не обязательно, ребят, донатить. Просто можете поставить лайк на стрим. Это помогает в развитии канала. Так что welcome. Welcome, ребята. Всегда вам рада. Кстати, друзья, кто не зарегистрирован на YouTube, регистрируйтесь и общаемся в чате. В чате сидит совершенно, так скажем, разношерстная аудитория. То есть есть молодые ребята, есть взрослые, есть кто с родителями смотрит. Кстати, всем огромный привет. Всем, кто меня, ребята, смотрит, всем, кто особенно болеет, за меня поддерживает. Это очень круто. Спасибо вам. Может быть, реально как-то передается, знаете, какая-то карма. Когда люди за тебя болеют, как-то переживают, реально как-то лучше получается играть. И самое главное, вот эти вот какие-то глупые ситуации, типа, когда зона вообще там по 3-4 раза от тебя играет, ну, как-то, я не знаю, у меня такое ощущение, что реально меньше раз случаются вот эти вот казусы. Поэтому очень хорошо, что мы все с вами собираемся, ребята, каждый вечер. Всегда вам рада. Аудитория растет, и это круто. Танюша, привет. О, привет. Вот то, про что я вам говорил. Уйти от Вектора, если бы я сейчас жагалил, я уточню, также с юмпа, я бы его не забрал из-за калибра. В связи с тем, что я его начал накуривать с Вектора, во-первых, вы слышали скорострельность? Это я еще довольно криво попал в начале. А скорострельность там просто бешеная. Кстати, ему прилетело в каску. Так, к слову. Только сейчас вот обратил внимание. Давайте мы машинку заделаем под дефолт, чтобы подозрений к нам здесь никаких не было. Кто грамотный увидит, что она не по дефолту стоит, так скажем. След там остается. Есть такие тонкости уже, которые, когда много играешь, начинаешь уже видеть. У Вектора недостаток в патронах. Ну, я не знаю. 25 патрон, ребята, которые попадают в цель, это очень круто. Они летят очень кучно у Вектора, если, повторюсь, с него умело стрелять. С Вектора я не рекомендую стрелять по одному патрону, потому что пушка становится довольно, ну, я бы не сказал, что бестолковой, но, ну, так. Кстати, вот то, что сейчас были у нас закрыты все двери, ребятки, это сказалось на том, что чувак, он нас просто не ожидал увидеть, и мы ему накурили прям великолепно. То есть без каких-либо затрат во времени. Ладненько, Лев,
пошел я спать. Доброй Удачного ночи. тебе стримчанского дня. Доброй, Всем ребята. спокойной ночи и удачного завтра дня. Улыбка твоя топовая, я верю в тебя. Не забудь добавить в скайпе. Всем Слышу. удачи, ушел по-французски. По-французски, с языком. Красавец. О, мама. У-ля-ля. Ну что, будет там кто-то или нет? Мне прицел нужен. Если будет прицел или глушак на эту пушку, то все. Здесь щи будут разлетаться просто на раз-два. Сейчас рискую. Рискуем, ребята. Спокойной ночи, добрые ребята, кто идет спать, добрые мои хорошие. Но сейчас у нас начинается самая-самая такая жара. Главное, ребят, не засиживайтесь, кому на работу, если что, в повторе там посмотрите, позалипайте. Ребят, не забывайте комментировать стримы, делиться впечатлениями, потому что, ну, это очень круто. Я понял тебя. Вот так вот уже попасть очень сложно. Но есть нюанс. Мы его не отпустим. Чувачок думает, что мы его отпустим. Нет. Поедет он, скорее всего, на гору. Хорошо, если бы он остановился. Вы меня спросите, почему? Слушаем. Останавливается. Вижу. Фаст. Сейчас грена полетит. Сейчас ты, друг мой. Угу. Умница. Дружок, наверное, не знаешь. Есть одна пушка. Который доставит тебе ряд неизгладимых впечатлений. Еще в мясо его разнес. Еще просто в муку парень разлетелся. Оптики нет, аптеки. Валим. Очень опасно здесь ходить. Очень опасно. Ехали за одним, убили другого. Тоже неплохо. Минус бенз. Печально. Это вообще жопа, короче. Что вот бенз закончился, это на самом деле моя, ребята, ошибка. Не посмотрел я. Добро, ладно, не будем расстраиваться. От гор надо уйти. Сейчас 100% вот оттуда начнет кто-нибудь жагалить. И хорошо, если это будет какой-нибудь криворукий идиот. Если это будет какой-нибудь грамотный чувачок, хоть более-менее умеющий стрелять, это будет жестко. Кстати, мини его просто унизила. Вот эта пушка мини сейчас по нему так дала, что... Сколько? 2-3 попадания там было. У него, считай, разлетелся шлем. У чувака разлетелся... Ну, он очень себя печально чувствовал после попадания мини. Очень печально. И он поэтому сразу щеманулся. Но он не угадал со сторонами. Он не угадал лево-право. То есть я его очень грамотно байтанул. Долго лутаешься? Ну, возможно, бро. Возможно. Замечание по делу, согласен, ребят. Ну, я не так много в эту игру, друзья, играю. Я не сижу в ней, прям не залипаю по очень много. Ну что ж, сейчас будет самое интересное. Это мы узнаем, есть ли кто-то на наших домах. Допускаю, ребят, ошибки. И при посадке на транспорт допускаю ошибки. Ну, ничего страшного. Все мы не... уникальные какие-то игроки.
Давайте проедемся вот здесь. Может быть, здесь кто-то будет. Прям не спеша проедемся. Хорошо, если бы с кем-то вот здесь еще зацепиться, на самом деле. Хорошо, если бы сейчас здесь кто-то по мне начал стрелять. Вообще было бы великолепно. И вот, или вот здесь вот где-нибудь. Вот где-нибудь вот в этой вот зоне. Я был бы на самом деле очень рад. Сейчас мы смотри, что делаем. Оттуда вряд ли меня накинут. В этих домах сидит. Это понятно. Дураку понятно, что здесь будут сидеть. Если здесь сидят, они бы уже успели аирдроп залутать. Да, двери открыты. Двери открыты, дыма нет. Дыма нет, потому что я его не взял. Херово. Пробуем, не пробуем. Пробуем. Если что, дерево рядом. Самое смешное, его уже лутали. И не взяли пулемет. Угу. Молодец какой. Отлично. Отлично. Все. Не знаю, почему люди пулемет не берут. Вообще просто я не могу этого понять. Так. Поле. Нет, по полю мы поедем на моте, потому что поле... Если мы сейчас в это поле щеманемся, то все. Серьезный, сорян, мать, я... Привет, Алинка! Я на топ Европы просто играю, сорян. Здесь очень-очень-очень такая, прям она напряжная. Сорян, я даже чат вот сейчас перестал читать. Если сейчас меня не забирают, то он сейчас очень пожалеет. Вообще о своей жизни и вообще обо всем. И он меня не забирает. Справа будет сидеть. Справа. Не верю. Я репорт ему дам. Очень странная стрельба. Не верю. Не мог он так выйти. Не мог. Не верю в эту дичь. Он вышел, он начал стрелять уже через угол. Ладно. 2 килла, 27 место. Это плюс опять в стате. Очень странный момент. Очень странный момент. Прям не понял я его. Ну да ладно. Чем дальше в лес, тем толще помидоры. 1850 место в Европе за несколько часов игры в PUBG. 1850 место. Я немножко, ребят, выдохнул. Давайте трек какой-нибудь послушаем. Да, забейте. Нормально все. Все в порядке. Ну, может быть, у меня просто скилла не хватило. Здесь такой смутный момент. Я не уверен, смутный момент. Скорее всего, наверное, у меня все-таки руки из жопы. Ладно. 1850 место по общей статистике. По килл-рейтингу 394 место по всей Европе. Это очень мощно. Вин-рейтинг, видите? Вин-рейтинг проседает. Нужно вин-рейтинг. Сейчас, если я пару раз... Килл-рейтинг очень уже высокий. Если я сейчас пару раз влечу в топ, то нас так бустанет, что мы не только в 1000 влетим. 1850 место, ребят, давайте я отмечу на стриме. Минус 1000 мест сразу. То есть, видите, ребят, правильно построенная тема. Чувак зажал. Фишка в том, что он вроде как первый зажал. Ну, забейте, ребят, нормально все. Четвертый в топе Ютуба. Не верю.
Сейчас гляну даже. Не может быть на гейминге, чтобы мы были сейчас четвертыми. Это... Хотя в 12 часов ночи, да, четвертые. Да. Без комментариев. Просто спасибо вам, ребята. Жестко. Жестко, друзья. 1850 место. У нас задача войти в топ-100 Европы. Я напомню, чем ближе к топу, права на ошибку нет. Если мы хоть раз ошибаемся, нас очень жестко откатывает. Ошибкой считается умереть в самом начале. Сейчас, ребята, маленечко выдохну, потому что чем дальше, тем... Не, ну с Алинкой мы бы уже в топах были. Если бы она бы еще почаще приглашала на совместные стримы, я думаю, что вообще было бы топчик. Блин, почему-то эти штучки не видно, они, короче, блестящие. То есть прям вся целиком. Вообще, блин, такая крутая тема. Он в реале совершенно по-другому смотрится. Здесь он очень обычно смотрится. В реале он вообще офигенно смотрится просто. Да, не получилось, ребят. С учетом того, что мы играем немного. У тебя плащ до пола? Нет. Он на чуваке не до пола. Он на чуваке не до пола. Он чуть ниже колена у него. И спереди под угол. Вот такой угол спереди. То есть у него уголок срезанный. Леха, если я буду в куртке, плаще и т.п., меня легче замесить или это миф? Есть моменты, если ты неправильно отыгрываешь с плащом, то есть ты при обороте, ты крутишься не через альт, а ты сам по себе крутишь мышкой, и ты будешь постоянно дрыгаться, то тебя легче заметить. Если ты лег и держишь альт, и через альт оборачиваешься, то есть у тебя модель лежит, а ты сам поворачиваешь камерой, то это бред. Не верю в это. Тонкий намек? Нет, это прямое предложение. Татарстан с тобой, добро пожаловать, ребята. На сайте... Кто спать, да, ребят, приятного аппетита. Кто спать, говорит, приятного аппетита. Го розыгрыш по папку. Го, не вопрос, проспонсируешь, братан. Я тебе что хочешь разыграю. Хоть крыло от самолета. Прям в прямом эфире без смс и регистрации. Жесть, блин, вы прикиньте, мы почти полплаща отбили за сегодняшний стрим. Вы вообще бешеные, ребят. Я не знаю, я говорю, на начало я был очень удивлен на начало стрима. Все, ладно. Чтоб не расслабляться, погнали дальше. 1850 место. Поехали. Удачи нам. Привет, как ты учился в школе? Ребят, я неоднократно отвечал на этот вопрос. Давайте еще раз отвечу, что... Учился я неплохо. Я не скажу, что я был ботаном, но учился я неплохо. Закончил школу без троек. Закончил. Не знаю, как правильно. Леха, одень очки и снимайся в матрице. Нет, это немного другой образ. Там другой плащ. Он вживую очень круто выглядит, ребят. Он очень круто выглядит вживую. Ждем, ребят, начала катки. Привет из Нижнего Новгорода, привет. Ребят, я бы хотел напомнить следующее. Прям 2 минутки, пока не началась катка. Мои хорошие, спонсором у нас стрима является Pubg.com. Наши хорошие друзья, не стыдно абсолютно рекламировать этот ресурс. Повторюсь, по причине того, что очень многие люди могут воспользоваться этим. То есть это платформа для продажи скинов. Самые свежие новости. Кстати, очень годные гайды стали туда пилить. Market.pub.com, market.pub.com, либо просто pub.com. Там находите новости, переключаете русское и английское. Если вы англичанин, то смотрите английский. Если вы смотрите My English is very good, то лучше 2 минуты, ребят. 2 секунды до начала катки. Давайте пожелаем друг другу удачи. Ну и поехали. Привет из Иванова. Привет. Крутое кресло где брал? Не поверишь, в магазине. Покупали.
Сейчас будет риск. Риск очень хороший. Мне надо немножечко еще подтянуть килл рейтинг до 1.9. Мне нужно хотя бы... Только не говорите, что здесь сейчас будет фрилут. Вот только не надо меня сейчас взять вот так вот разом и удивлять от меня. И по ходу дела это будет фрилут. Своим глазам не верю. Это просто, это фартук в масле оливье по-любому. Да, это фрилут. Это фрилут. Никого. 0. И на красных 0. Нет, на красных 1. 1 надо мной, вижу. Вижу, ребята. Второй. Пара. Раз. Глок себя показал просто во всей красе. Напряженно. Вот он, глупый выбор дома. Вот как только ты неправильно дома выбираешь, ты обязательно будешь отгребать. Если ты правильно выбрал дома, то просто красавчик. Так, не расслабляемся. Сейчас тот будет подпушивать. Напомню, ребята, минимум 3 килла. Если ты вначале даже погибаешь, если ты делаешь 3 килла, то получается килл рейтинг вытаскивает твой вин рейтинг. То есть они, можно сказать, взаимокомпенсируются. Я не знаю, как вы как хотите это назовите, но, короче, умирать можно смело. Даже в самом начале, если вы сделали хотя бы 3 килла. Хотя бы. Я еще раз повторюсь. Это минимум, что нужно сделать. Я думаю, что он подпирать будет по низу. Не думаю, а практически уверен даже в этом. Харт, у тебя демастер. Ну, дальше что? Он очень часто к нам заходит. Привет. Привет. Вообще, ребят, я вам открою, наверное, страшную тайну для кого-то, что... стримеры, они, ну, зачастую поддерживают друг друга. То есть мы можем заходить друг к другу, мы можем делать что-то вместе совместное. Меня абсолютно не удивляет, сколько на канале людей. У нас на канале не так, конечно, много, у нас не миллионы подписчиков, но у нас очень высокий онлайн, у нас очень высокие рейтинги канала. За что вам огромное спасибо. Слева. Где-то будет засада. Здесь. Да. Ты мой, сучонок. Ты мой. В говно просто. Высунись. Не дать отхилиться. Мой. Бам! Раунбич. Все, фрилут. Напряженно. И добрый Юра здесь. Здорово, Юран. Здорово, Юр. Всем привет, ребята. Всем привет.
Так, оттуда сейчас еще один побежит. Побежит он с красных домов. Еще один. Еще чувак сейчас будет. Можно ждать его. Очень быстро лутаться и уйти отсюда. Да, почему бы не взять 2416 М-ки, действительно, я как-то сразу не подумал, что можно и 8 их, в принципе, взять. Говорят, когда 8 возьмешь, то ты становишься просто киберспортсменом. Так, у меня есть два варианта. Пойти в гору и нарваться на этого тела. Что делать? Уйдем. Не буду рисковать. 61 человек еще живых. Это очень много. 2 килла есть, если сейчас будет третий килл. И мы войдем с вами хотя бы в топ-30. Это плюс еще минимум 300 мест. Минимум. То есть, ребят, вы должны понимать, что если вы играете на килл рейтинг или вин рейтинг, это очень опасные ставки, потому что это нестабильно. Если вы будете играть на общий рейтинг, то есть получается так, что вы примерно неплохо идете по вин рейтингу, да, вы не входите в топы, но вы идете по вин рейтингу, и плюс вы при этом килляете людей. То есть вин-килл рейтинг, вам они всегда будут балансироваться, ребята. Привет. Друзья, я напомню, очень часто всегда смотрите дистанцию пристрелки. Как ее посмотреть, когда в зум включаете? Вот видите, посередине пишется маленькими серенькими буквами. Дистанция пристрелки. Она время от времени скипается, она переключается, и вы будете очень криво стрелять, то есть вы будете бомбиться, это ужасно. Просто жопа будет, она, я не знаю, сракотан, просто он разорвется у вас. Поэтому время от времени чекайте обязательно дистанцию пристрелки. Обязательно чекайте ее. Если вы ее не будете чекать, то, скорее всего, вы будете приятно удивлены, когда вы будете очень долго играть, и потом окажется, что вы стреляли вообще непонятно куда, зачем, как, для чего. О боже мой. О боже мой. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что все довольно Не подумайте, что херово. Вот этого я ждал. Это обязательно нужно было. Ты моя девочка. Ты просто космос. Третий шлем. Я уверен, что здесь, скорее всего, нет никого. Скорее всего. Уверенно, скорее всего. Я не знаю, вообще эти слова совмещаются. По-моему, нет. Ну, у меня будут совмещаться, ничего страшного. Пистолет, ребята, кто не знает, это Glock на автоматическом режиме. Не так давно добавленное оружие, которое разрывает просто пердаки на раз-два, если с него правильно уметь зажимать. Не рекомендую зумиться с Глока. С Глока я, по крайней мере, рекомендую стрелять от бедра. 49 выживших. Так что, ребята, принимайте к сведению. У тебя третий шлем входит в косплей? Шлем не входит в этот образ. Если был образ со шлемом, это белая рубашка, галстук, черный, джинсы, штаны военные и что-то еще. Про что-то я забыл, бро. Это не под этот образ. Ты можешь на один образ нагрузить еще 8, если ты будешь делать косплей, но это будет выглядеть смешно. Косплей должен состоять из четко собранного образа. Из четко собранного. Я на это хочу прям обратить. Вот это было обидно. Чувачок меня в самый последний момент увидел. Хотя...
Стоп. А остановился ли он? Либо он сейчас с бугра меня будет долбить. А ну-ка. Проверяем. Пусто. Уехал. Угу. Да, вообще уехал, чувак. Знаете, что самое парадоксальное? Я вот замечаю одну вещь, ну, такие наблюдения, что всегда самая выгодная позиция — это даже не на мосту, даже не вот здесь, это именно на заправке. Почему именно на заправке? Люди не ожидают, люди оттуда на паса, они не ожидают, они привыкли, что мост и вот этот подъем с заправки никто, так скажем, не может просто вкурить. Чё. Ребят, самое печальное, я по себе знаю, когда заходит какой-то другой стример, дайте ему отдохнуть, ребят. Не надо задавать ему суперские вопросы, он вам все равно на них не ответит. Нормальный, грамотный стример не ответит, когда у него стрим следующий и так далее. Сюда люди заходят отдыхать. Не забывайте, что Юра, Алинка и вообще любой другой стример — это в первую очередь человек. И люди просто хотят отдыхать. Поэтому как бы, ну, как-то так. Есть паблики, есть все остальное, где можно задать вопрос ваш любимый, когда стрим, как дела, ну там вот эти вопросы, к которым вы сами знаете, как я отношусь, я их обожаю, я каждое утро просыпаюсь и, слушайте, вообще на самом деле вот я сейчас личку ВКонтакте закрыл, чтобы не разобраться, отвечать на вопросы людям, и мне скучно, ребят, мне скучно, потому что, ну, вот вопрос, как дела. Вы знаете, вот вообще Юра, он любит, Алина, я не знаю, у них лички открыты. Всегда, ребята, спрашивайте у стримера, как дела. Это лучшее, что вы можете сделать для вашего, так скажем, кого вы смотрите. Просто всегда заходите первым делом, как дела, как день прошел. Вы знаете, это настолько редкие вопросы, мы, ребята, их так ждем, что всегда спрашивайте, просто всегда. Вот, заходите и спрашивайте, мы это очень любим. Прям могу сказать за всех. Слева, по-моему, вижу. На каком-то уже месте. Понятия не имею, ребят, надо посмотреть. Сейчас пока меня не это интересует. Сейчас меня интересует, как вообще выжить. Здесь самое стрёмное место, по которому я сейчас бегу. Здесь самые сочные кусты, которые я просто обожаю. Но очень не люблю, когда какой-нибудь петуш мне из этих кустов наяривает. Очень странно, что они еще не заняты. Это не то чтобы странно, это очень странно. Ждем. Если мы сейчас возьмем, там он, кстати, мод стоит. Мод стоит под байт. Здесь я дам в голову 100%. 100%. Очень маленькая вероятность, что я промахнусь. Прям очень маленькая. Вы веселые. Где народ, я не знаю. Я удивлен, что они вот отсюда не едут никто. Не бегут, не едут. Вообще просто тишина какая-то. Очень подозрительно, кстати. $39 уже. Напомню, основная задача, ребят, входить в топ-30 и минимум 2
в идеале 3 фрага делать каждую катку. И очень стабильно. Если вот эта стабильность нарушается, то откат будет просто безумный. Челлендж, ребят, на топ-100 Европы по общей статистике. Не по килл рейтингу, не по вин рейтингу, именно по общей статистике. Не забывайте, это несколько сотен тысяч человек. Миша Кузнецов теперь фолловер. Спасибо огромное, ребята. Тридцать шесть. Сейчас будет самая веселая зона. Но по мне слева стрельбы не было. А ведь чувак проехал. Сейчас, кстати, у нас уже глушак есть на пистолете. Так. Это жопа, ребята. Двигаемся. В противоположном углу зона. Не спеша, спокойно бежим за мотом. Сейчас через зону, сейчас вкидываем буст. Не спеша туда залетаем. Не понял, что это такое. Мне Владимир Владимирович П. позвонил и сказал, что тебе готов один накрутит. Леха, как дело? Да, Уже открутит, 30 да. минут, как 26 число. Да, кстати. Как дела? Вообще великолепно. За самолетом. Надо, чтобы он пролетел только. Чтобы нам видеть, куда дроп летит. Отлично. Немного хп отнялось. По бустам, ребята, я приседаю. Бустов у меня мало. Вижу. На самый край зоны кидает. Самый край. Очень стрёмное место вот это. Вот здесь на горе есть. Гарантирую. Нет, не поеду. Убьют 100%. Машина стоит с фонарями. А, нет, смотрите-ка. Не, в поле вообще забейте. Я его даже не буду. Хотя... Блять, ну я же не переворачивался. Ну вот второй раз такая дичь. Вообще никак не хочу это комментировать. Сейчас, ребята, за водой схожу. 2 секунды.
отпустило меня немножко. Прям что-то у меня маленько пригорело. Нет, у нас не откатят, у нас в плюсе. Все нормально, не переживайте. Все нормально. С возвращением, да, все, я маленько подостыл с этой темы. Я вам сразу сказал то, что, ну, YouTube по вечерам начинает вот такие мозги мутить. Ладно, 1715 место, ребята, мы сократили еще на 100 мест. Идем мы в топ-100 Европы. 1715 место, ребята. Продвигаемся. Дальше выгрызаем буквально по 100 уже мест. Юра, вип подписчик, спасибо огромное, Юр, за випку. Спасибо, дружище. 1715 место. 1715 место. Надо выдохнуть, надо успокоиться только. Надо просто выдохнуть, успокоиться, и все будет в порядке. Кстати, можно кейс пока открыть. На острове нечего делать, ребят. На острове нет лута толкового вообще. Поехали. Погнали. Удачи. Погнали. Лех, ты за батлами следишь? Нет, я не смотрю, как кто-то кукарекает на кого-то. Мне это неинтересно. Валенки выпали. Тоже верно. Здорово, Сань. Как VIP подписку оформить? Ребят, дается она на месяц. Это выделение в чате вас более заметно. То есть я лучше вижу ваши сообщения. Я тоже пытался подрубить, а мне нельзя. Схерали. Что-то я первый раз слышу такое. С чем проблема? Что пишет Юр? Кто такой стрим-снайпер? Ребят, можно вычислить. Можно узнать номер матча. То есть можно узнать номер матча, в котором играет стример. И если быстро реконнектиться, то можно к нему успеть залететь. Ну, соответственно, его подкараулить. Вот сегодня мы один раз уже попались. Джамбо, спасибо огромное за фолловеров. Ребята, огромное спасибо всем, кто на меня подписывается. Не пропускайте стрима. Через 6 часов вставать, немец. Спасибо. Приятного, немец. Так, ну что ж, я, если честно, не ожидал, что мы так будем плотно продвигаться к 1000 Европы по общему рейтингу. По килл-рейтингу мы уже очень плотно залетели. Хорошо зашли. 1500 лайков. Ребят, я в первый раз, я только обратил внимание, мои хорошие. Спасибо вам за такие лайкосы. Спасибо, друзья, спасибо. Долго еще будешь, ребята? Ну, в идеале надо войти в 1000. Йода, привет. Подвозим лайки мужику, спасибо. Подписка, лайк, ребят, это лучшая поддержка стримера. Удачи вам. С Игромира, ребят, кто только подошел, 1 числа я буду стримить в 12 часов. В 12 часов 1 числа будет просто лютый стрим с Игромира. А так у нас стримы каждый день, так что ставьте, ребят, при подписке колокольчик, не забывайте нажать, рядом появляется. Один раз сейчас на него достаточно жмякнуть, и вы будете с нами в теме. Сколько стоит VIP? 250 рублей, по-моему, на месяц. Если я не ошибаюсь. Поехали. Самое главное, на самом деле, совладать со своими нервами и сделать все четко. Саня, спасибо огромное.
Спасибо за подписку. Через 6 сасов вставить. А я только что нарезал самую большую рыбу, которая у меня есть. Арбуз. Ем его. Приятно. Удачи, ребят, нам в этой катке. Слева от меня один летит. На Сосновку огромное количество людей падает. На наши дома падают. Слева от меня. Но он левее берет. Не пойму вообще, куда он летит. По транспорту вообще болты. Вообще не вижу ни одной машины, вообще ничего нет. Может, даже это к лучшему, кстати. Баги. Чувак на бункер летит. Угу. Идеально. Идеально. Красава. Вперед. Мы 100% сейчас первые. 100%. Очень хорошая, выгодная, очень выгодная позиция. Отбой. Не поедем сюда. Здесь лутаемся. Зона от нас сыграла. Выгодная позиция, но зона подвела сейчас. Жестко прям подвела. Спасибо, дружище, спасибо. Спасибо за донат без имени. Ребят, пишите обязательно что-нибудь хоть в донате. Может, что-то на что-то обратить внимание, что-то переделать. Я всегда, ребят, рад выслушать хорошую, здравую, конструктивную критику. Это очень круто. Сюда не мог никто не успеть ни доехать, ни долететь, вообще ничего. Ну и где? 0. Лучший. Сучка. В принципе, можно сразу отсюда выпрыгивать. СКС, ребята, все знают, что это за пушка. Все знают, кто нас смотрит, все знают, как я к ней отношусь. Отношусь я к ней крайне негативно. Вообще просто никак я к ней не отношусь. Дико нестабильная. Ну, для меня, по крайней мере. Сразу. Самое страшное — это не найти, на самом деле, ребят, бронежилет. Если вы не нашли бронежилет, то любой выстрел с дробовика, даже без чока, он вас, скорее всего, заберет в царстве морфия. Так что всегда, ребята, обращайте внимание, не пренебрегайте этим. Чок подъехал. Великолепно. Чок есть. Че, лутаем последний дом? Погнали. Так, ну то, что собирается у нас почти фулл обвес на эту пушку, это очень круто.
Дроп очень, ребята, вялый. Очень вялый. Идеально. Шур, С спасибо. самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ты, как обычно, просто донат. Что, бля? Что в донате написано, непонятно, но это просто Саня. Шур, спасибо. Мог бы не донатить. Видел же, что сколько людей сегодня сдонатило. Спасибо, ребята. Спасибо вам огромное. Идеальный комплект. Просто собрали идеальный. Здесь осталось только собрать одно. Осталось найти оптику. Если сейчас будет оптика найдена, то я так думаю, что в этой катке мы очень далеко зайдем, хотя бы даже по киллам. Но вообще как бы можно и без оптики нормально насаживать. А вот теперь начинаем думать. Сейчас нужно играть очень внимательно. Вот сейчас, вот в тот раз я допустил ошибку. И ошибку я допустил очень жесткую. Здорово, бро, здорово, ребята. Андрей П, ты бан в чате получишь за спам. Не спам, будь любезен. Пробовать. Вообще четко, просто еще и пламегаз нашел. Вот когда, вот сейчас вот пламегаз был просто необходим. Угу. Так, по броне проседаем. Броня жопшная. Ставлю. По-моему, пусто. По-моему, здесь не лутали. По-моему. На дроби останусь. Идеально. Просто идеально. Очень хороший дроп собирается. Очень. Очень много аптек, бинтов, бусты. По бустам. Нет, бусты тоже есть, парадокс. В принципе, просадка возможна только по броне. 1-1 это слабенькая довольно броня, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это подкруточка пошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас просто находишь третий шлем и прям вообще без комментариев. Вот это было сейчас жестко. Я просто здесь не ожидал это найти. Зона. Вообще не ожидал здесь это найти. Вторая броня в первом доме. Принято. Спасибо, ребята. Вторая броня в первом доме. Вижу. Спасибо, ребята. Спасибо. Мой косяк пропустил. Не увидел. Не увидел, ребята. Спасибо.
Прочесываем этот хребет. И его забираем под себя. Идеально. Смотрим, попадется кто или нет. Второй раз зона от нас играет сейчас. 36 подписок и будет 13 300 сабов. Ребята, огромный вам респект за подписки и за поддержку нашего канала, ребят. Именно нашего канала. Спасибо вам огромное. Вы каждый день, у вас огромное количество людей подписывается. От души, ребят, это лучший для меня комплимент. Спасибо. Вижу, по горе пошел. По горе чувак пошел. По размашисти главное играть, чтобы все-таки делаю ставку на машину. Я не думаю, что все прям при транспорте и все такие нормальные, вообще четкие ребята, что они... Ну, здесь открыто. Я думаю, он с тех гор побегут. Опачки. Опачки. Я угадал. Угу. Вот он. Один поехал. Пусть едет. Угу. Опасно. Опасно, ребята. Нельзя здесь, ребят, было палиться. Кто пишет про X4, я в курсе, что он у меня есть. Во-первых, я бы вряд ли по нему попал. Потому что все-таки я его поздно довольно увидел. Во-вторых, палиться здесь... Играя от края зоны. Ребят, край зоны, запомните, это... Скорее всего, здесь очень много людей, которые также вот где-то сидят, смотрят и так далее. Сделав выстрел, ты привлечешь на себя такое количество внимания. Нам этого не нужно. Тем более, когда мы сейчас делаем челлендж, и этот челлендж, он слишком жесткий. Чтобы здесь нельзя ошибаться. Вот мы уже вошли в 35, это хорошо. Надо срочно кого-то убивать. Срочно. Ни в коем случае в катке не должны проходить без убийств. Ни в коем случае. Откат будет дикий. Наказание прям прилетит моментально. Туда вот надо. Поехали. В чем плюс игры от зоны? Я поделюсь с вами немного опытом, может быть, кому-то пригодится. Вот смотрите, я еду от зоны, сейчас зона доезжает, и я буду, приехав туда, куда мне нужно, то есть примерно к центру уже зоны белой, я увижу, где будет следующая зона. То есть я могу прям сразу, прям резко прям туда, в этот,
Резко прям туда пульнуть. Здесь не надо торопиться. Сука, чем ближе к этому месту, тем больше фризит. Без колес машина. Здесь сидят. Минус. Я знал, я вот просто... Вот вы знаете, вот бывает вот, что ты просто чувствуешь. То есть сразу, опа, ага, тачка, ага. Что-то какой-то козий движ сейчас, значит, будет. Принято. Сзади стреляют, увидел. Увидел. Вообще же по руке индюк стреляет. Ни разу не попал. Сейчас, дружок. Угу. Стреляет издалека. Колесом не забрал. У меня центр зоны практически. Фризить почему-то. Ребята, за счет быстрого лута успели выдернуть глушак, который, естественно, нам очень-очень пригодится. Спасибо за фолловеров, ребят, кто подписывается. Мы опять в зоне. Идеально. Ходим. С глушаком, в принципе, мы можем работать. Фризит, ребята, фризит меня, блядь. Фризит хорошо прям. Без имени, спасибо. Нормально. Ты отдаешь самое дорогое, что есть у человека, свое время. Время никто и никогда не сможет вернуть тебе. Мы отдаем тебе свое время тоже. Вроде все и честно. Ну кто-то, сука, ведь должен оплачивать электричество и минеральную воду. Тебе. Это делаем мы, твои подписчики. Спасибо. Блять, жестко сказано, но где-то здесь правда есть. Никто ничего не должен. Так. Ну, правильно сказано. С одной стороны. Жестко, но правильно. Спокойно. Спокойно. Рискуй, ребят. Второй шлем, третья броня. Скара, голова у меня отлетает. Здесь он где-то. Еще один выстрел нужен. Еще один хороший выстрел нужен. Такой прям нормальный. Опять пытаюсь от края зоны сейчас играть. 23 человека. Очень хорошо. Ой-ой-ой. Он здесь где-то. Край. Пытаемся чекать, чтобы еще кого-то забрать. Обязательно еще один фраг. Еще один фраг будет. Плюс стата где-то мест 70.
автоматом прям сразу залетит. Тим. Привет. Удачи. Суровое лицо и кожанка. Как чекист, какие стволы и предпочитаешь. Как этот человек не умер? Мне кто-нибудь, вот, просто мне кто-нибудь один. Ну и сбоку меня забирают, блядь. Рядом с ним взорвался транспорт, он не умер. У меня вопрос как? Второй раз к этой игре у меня вопросы возникают. Спокойно, ладно. Я не знаю, почему, ребят, фризы. Я играю, у меня прям хорошо фризит. У меня в игре начинает фризить. Сейчас я посмотрю. Опять память. Нет, память пока позволяет играть. Не знаю, что за дичь. Не успел он вылезти, он рядом с машиной стоял. Да и у меня лагалка ПСС. Я же сразу сказал, я бежал, у меня прям фризило дико. Хардик, не бомби. Все верно. Леха, я смотрю, у тебя хейтеров хоть отбавляй. Ну, дружище, не всем нравится хороший годный контент. Не всем нравится, когда люди стараются, что-то делают. Всегда были. Они будут. С чем я их поздравляю. Сейчас, ребят, выдохну немного. Да не в видюхе, ребят, дело. Не в компе, не в видюхе. Дело в этой игре суперской. После обновы у всех началась эта дичь в определенных местах. Довольно неплохо фризить. — 1688 место мы сейчас занимаем. Очень тяжело пошла статистика. 1688 место. Минус буквально 10-15 мест. Но это все равно продвижение. Это не откат, это продвижение. По килл рейтингу мы занимаем уже 351 место в Европе. 351 место. Добрые люди, поздравите мою любимую с днем рождения. Просто напишите СМС «Поздравляю». Телефон 8Ам9Ам1Ам0Ам0Ам6Ам49. Ну, кто захочет поздравить. Сейчас буду рисковать. Сейчас буду залетать в жесткое место. Ставку на 5 киллов. Риск дикий. Откат в среднем будет мест на 400. Поехали. Это на Азию я зашел. Европа. Погнали. Ребята, я тоже сидеть особо не могу, поэтому я буду в любом случае двигаться.
Лех, прыгни в тюрьму разок, дружище. Я знаю, куда мне прыгать, куда нет, потому что здесь спасибо за советы. Я не буду прыгать, я посчитаю, буду прыгать туда, куда я посчитаю нужным, потому что любая ошибка здесь будет караться очень диким откатом. Поэтому, ребята, как-то так. Нужно стартануть сейчас, будет настолько грамотно. Нужно будет прыгнуть. Нужно будет прыгнуть вроде бы и в людное место, но при этом, чтобы мы были где-то рядом. То есть, если это даже школа, то мы должны прыгнуть где-то немного в стороне. Если сейчас сделать очень хорошую жесткую проходку из киллов, прям хорошую проходку из киллов, киллов 10, как мы это обычно делаем, то будет круто. Тебе не жарко? Пуховик одел бы. Олег Исаев, мне очень жаль, что ты смотришь настолько ублюдские каналы, что ты даже не понимаешь, что такое косплей, и когда хочется для своих ребят сделать что-то интересное. Поэтому, если ты сюда зашел с негативом, то тебе здесь просто не место, тебе здесь не рады. Если ты нормальный, адекватный человек, то добро пожаловать и располагайся. Удачи. Сейчас она нам понадобится. Сейчас главное играть спокойно. Просто играть спокойно. И все. Сейчас я очень сильно рискую. Очень сильно рискую. Я первый. Сука, и дроп не прорисовывается. Мертвый дроп вообще. Как я и говорил, ребят, вот эти высотки, их очень круто пофиксили. Дропа здесь практически нет. Очень его мало. Вообще просто мертвые дома. Практически вообще ничего. Найти здесь что-то, это такая удача. Это даже не удача, это... Я даже не знаю, как это назвать. Ни в коем случае здесь не сидеть. Быстрый лут. Уход туда наверх. Ни в коем случае здесь нельзя сидеть. Отлично. Пошел занос. Идеально. Идеально. Фаст отсюда просто уйти. Ни в коем случае здесь с ними не зарубаться в домах, потому что любой идиот здесь может накурить и сразу с копыт улететь. Молодцы. Давайте, парни. Развлекайтесь. Сейчас я тоже поразвлекаюсь.
Чем больше дом, тем меньше лут. Абсолютно верно. Твою мать. Думал на этот глушитель. Опять фризит, опять, сучка, не сразу одевается. Меня уж прям калит это. Я не знаю, здесь это прокатит или не прокатит, но мы без прицела. Но мне этого достаточно. Андрик, спасибо тебе, дружище. Вижу. Крыша. Добрый вечер. Уважаю твои старания. Стараешься для ума. Спасибо, дружище. Очень общительно. Ты просто супер. В муку разбитый. Если бы не эти обоссанные бы фрезы, я бы его убил 100%. При стрельбе просто стрелять практически невозможно. Менять позицию 100%. Спасибо, Андрик. Спасибо, бро. Обожаю эту игру. Просто я ее обожаю. До слез ее прям люблю. Машину угнали. Мы в зоне. Обзор говно. Отсюда вряд ли кто-то будет заходить. Первый. Парень сейчас, мне кажется, был немного огорчен. Самую малость. Андрей, спасибо. На каких настройках? Быстро вот покажу, еще ладно. Маленький вопрос. Ты на каких настройках играешь? Посмотри. Вне стрима могу вообще на фуловых играть. На самых полных. Абрек, спасибо огромное за добрые слова. Вижу. У вас тут все серьезно, Чебурашка, братишка. Мы просто очень плотно, я смотрю за игрой. Мы очень быстро поднимаем стату. И, ну, я думаю, меня сейчас любой поймет. Не будет никто ругаться, ребята. Потому что я очень сейчас внимательно играю. Очень внимательно отыгрываю. Любое отвлечение мы потом с вами поговорим, ответим. Можем просто пообщаться, можем в скайпе хоть поговорить, в тимспике. Без разницы. На Игромире с вами встретимся, пообщаемся. Но здесь, ребят, мне нужно просто вовы смотреть. Здесь ни в коем случае сейчас не шевелиться. По-моему, правый дом, нижнее центральное вот это вот окно, которое правое, по-моему, там жало чье-то мелькало. Если я сейчас хоть немного дернусь. Ага.
Если я хоть немного дернусь, то на этом все закончится. Потому что вот со школы Скара долбит. Вот это... Я могу, ребят, рисковать. Я могу сейчас пушить, я могу забежать в этот дом. У меня, в принципе, для этого все есть, но любой риск, он должен быть соразмерен. То есть смысл есть ли в этом риске. Из-за одного фрага мы с вами пойдем и непонятного лута на крыше. Не вижу. Была бы оптика, может, увидел бы. Батя, за тобой топ, удачи, спасибо. Сейчас бы костюм бабайки, да, ребят. Если вот в эту, вот так вот лечь с костюмом бабайки, то я не знаю, кем надо. Ну, это случайно можно только наткнуться. Прям случайно вот прицел с оптикой навел, и тогда, может быть, ты увидишь, да, реально. А так... Мне интересно, по кому же он со школы это так работает. Вижу. Мой. То есть, вы видите, мы сидим, мы выслеживаем. Мы выслеживаем, мы просто потом начинаем работать на опережение. То есть, если даже мы сейчас где-то с ним параллельно бежим, он, скорее всего, вон в те дома побежал. То есть, мне нужно просто добежать, опять занять позицию. То есть, мы просто с ним... Ну, вот они и встретились. Как он здесь оказался, для меня это... Ну, сука, как же лагает при подборе. Это вообще-то это же трэш какой-то. Просто дикие вообще лаги. Вообще, это вообще дроп не переносится. Сука. Ребята, ну сделайте вы нам папку, чтобы нормально работал. Мне это затрахало. Так. Добротно. Так, у нас с вами там еще, да, был чувак? Курьер прибежал, да-да-да. Мне нужно срочно на снайпу. Снайпа нужна. Любая вообще, любая снайпа абсолютно. Даже СКС. Будет сейчас, если снайпа с оптикой. Эту катку точно так отыграем, что кто-то просто будет плакать. Снижаюсь, ребят, назад в общаге. В общагах на втором этаже был дроп. И, возможно, нам сейчас навстречу еще один пингвин побежит. Вероятность того, что мы встретим еще какого-нибудь пингвина, очень высока. Но вроде пока его не видать. Как же здесь фризит, а? 10 раз подумаешь, идти за дропом или нет, потому что пока что вот... Пока бежишь просто, я не знаю, тебя как собаку бешеную дергает. Именно вот в этом месте. Я не знаю, почему, что они сделали с этим полем. Раньше такого не было. Время есть. Есть Мейлер. Кинулись. Поехали. Вторая. Так, крыша.
Чтобы сейчас у этого тела... Это просто секс. Братан, ты просто космос, ты просто тук-тук, что в сердце бьется. Я не знаю, как тебя еще назвать. Ты просто вообще, я не знаю, лучший игрок на земле, наверное. Мувиплей, спасибо. Привет. Желаю удачи в исполнении в твоей цели. Очень хорошо играешь и очень приятно смотреть тебя. Очень много хороших советов. Спасибо тебе большое. Кстати, отличная куртка. Еще раз удачки. Спасибо, Мувиплей. Спасибо, мне очень приятно слушать. Все, что сказано от души, в любое добро, ребята, оно всегда возвращается. Добра вам, ребят, тоже. Спасибо. Сука, бежать вот далеко, ребят. А вот ему уже никуда не надо бежать. Он уже прибежал. Просто вот иногда, вы знаете, вот под такие тайминги выходишь, что у самого просто пачка отвисает. Как вот вы представляете, сейчас вот доли секунды, и он бы убежал. Прям вот, ну, как какие-то секунды, вот реально секунды. И все, и как бы, ну, мы бы чувака этого не увидели. Ребят, 44, 3 килла, уже плюс стат, 100%. Сейчас, блядь, по полю бегать. Нет вообще транспорта, вообще ноль. Какая-то зона-то вторая, или третья. Если третья, то не добежим. Сейчас вкидываюсь по полной энергетиками. Поехали. Чтоб на зоне приема особого не было по маленькому хп. Поехали. Встали, побежали. Все. Ребята, напомню, без оружия и на бустах он бежит очень быстро. Очень быстро. То есть мы по факту, посмотрите, с какой скоростью мы в зону входим просто. Сейчас, конечно, нас не убьют. В зону просто прям влетаем. Та зона даже нас не успевает догонять. Потому что мы просто... Мини-14 забейте. Несмотря даже на то, что у меня снайперский, ребят, прицел, нету прицела на мини. Не надо. Я, ребят, вы понимаете, друзья, я пока что, я вам говорю, как есть, я этого не стесняюсь, пока что я с нее не умею стрелять, с этой мини. Вообще. Просто, ну, ноль. Получилось, да, там вроде на одном стриме что-то мы постреляли, но это не показатель, ребят. Рисковать здесь, как бы, ну, риск, я еще раз говорю, должен быть как-то, ну, соизмерим. Можно просто стату откатить. Из-за просто представьте, как у меня просто жопа пригорит, если я сейчас, взяв мини, не попаду. Ну, не надо это. Лех, ответь на вопрос. Да. Что с Кайросом музыку его удалил из группы? Вы поругались? Нет, просто человек себя очень плохо показал в этой жизни. И показал, кто он, что он. Насколько этот человек мразью оказался. Я не побоюсь этого слова. Я не хочу его осуждать, его действия. Пусть он делает, как он считает нужным, но до последнего я этого человека уважал и считал его своим товарищем, своим другом и человеком, которого я был готов сейчас позвать еще в один проект, причем уже довольно долгое время. Я хотел его позвать, но после того, что мною увиденного, услышанного, я немного удивлен. И кто сейчас подумает, что это из-за того, что он там общается с Ашотом или еще там с ним скарифанился, абсолютно нет. У нас сидит в чате Добрый Юра, или, по крайней мере, сидел. У меня к нему отношение совершенно не меняется. Как оно было, так оно и есть. Там немного ребят в другом дело. И не тех он восхваляет. Когда ты прославляешь людей, которые мрази и крысы сами по себе, то, ну, есть о чем задуматься. Просто есть о чем задуматься. Это очень талантливый человек. Я уверен, что он найдет свое призвание, свою нишу, но я бы очень хотел, чтобы жизнь просто, знаете, как расставила все на свои места. Вообще со временем, ребята, это происходит, и жизнь, она
начинает все выставлять по полкам. И я был бы очень рад, чтобы жизнь вот во всей ситуации с конкретным человеком выставила не то чтобы по полкам, а она прям, знаете, вот бывает жизнь иногда тебя учит очень аккуратно, знаете, так спокойненько, она такая вот, очень так вальяжно она к тебе. А бывает жизнь тебя въебенит так, такая будет ситуация, от которой ты просто потом вот от безвыходности ты просто садишься и думаешь, блять, вот нахера, вот стоило ли оно того? Я ничего не буду говорить, никакие подробности вдаваться, это не нужно. Во-первых, стрим, я свою уважаю свою аудиторию, чтобы это обсуждать. И парадоксную, я до сих пор его уважал как человека, да буквально вот этих дней. Но как артиста, как человека, который пишет охеренные треки, абсолютно у меня не изменилось к нему какое-либо отношение. Человек очень талантливый и он знает свое дело, он умеет это делать. Ну, а кто он есть, я думаю, не мне его судить, жизнь она на свои места поставится. Я говорю, я не желаю зла, я просто желаю, чтобы поскорее это случилось. Чтобы поскорее человек наконец-то понял, где его уважали, где его ценили, и как человека, и как артиста, и всегда руку помощи бы ему протянули, даже в самый херовый момент. Ну, а где стоит ли изменять себе, изменять своему мнению и уподобляться мразям, ну, не знаю, ребят. Я не считаю это правильно. Вы понимаете, я высказываю свое мнение, я могу, ребят, всего-навсего высказать свою личную точку зрения. Я отталкиваюсь от воспитания, я отталкиваюсь от жизненного, да, какого-то, пусть даже минимального опыта, но я вот, ребята, от чего отталкиваюсь. Я практически никогда не отталкиваюсь от эмоций, хотя я человек, мне, по идее, должно быть это свойственно. Есть логические и нелогические поступки, когда люди совершают глупые, тупые, идиотские, еще какие-то поступки, которые очень сложно объяснить. Вы понимаете? Давайте я скажу проще, и вы меня реально поймете, хорошо? У каждого поступка, абсолютно у каждого, есть своя цель. Не бывает такого, что человек вот просто, вот знаете, вот он взял и сделал это. Просто, знаете, и сделал. Нет, такого не бывает. У любого, абсолютно любого поступка есть какая-то мотивация. Ну, для чего-то любое абсолютно действие в этой жизни делается. Вообще абсолютно любое. Если человек, конечно, не идиот. Ну, когда человек идиот, то он может сделать что-то вообще не обдумавшее. Он просто взял и сделал. Просто сказал, бля, я вот так хочу. Я сегодня такой нежданный, я просто взял вот так и сделал, и все. Конец истории. Но таких людей мало. То есть, в основном, конечно же, люди делают все обдуманно, и, ну, они понимают, что они делают. Иногда я людей не могу понять. Я могу... то есть, вот начинаешь, да, анализировать. Ты начинаешь заходить со всех сторон. Блять, ну как же так, вот так, ну а зачем? Может, ну его нахер, а стоило ли? И потом так задумаешься. Да ладно, да смысл? Ради чего? Ради... Опять зона от нас играет, блять. Ну, не знаю, ребят. Я не хочу, я говорю, поднимать эти вопросы на стриме. Мне уже настолько это все остоебенило. Остоебенили люди, вот, которые делают эти вещи. Остоебенили люди, которые очень активно пытаются остоебенили люди, которые очень активно пытаются втереться в доверие, там что-то, чтобы получить свою какую-то выгоду. Ребят, знаете, у меня есть один человек, сказал одну фразу, от которой я с ней соглашусь. Знаете, караван идет, собаки лают. Вот я здесь его поддерживаю, этого человека. Я что-то сначала такой думаю, да нет, что за шляпа. Да нет, ребят, оно действительно так и есть. Они всегда есть, были, будут. Вот эти обсуждения, эти суперские там разоблачатели, вся вот эта вот иудейская эта контора. Ну, ребят, если бы все были хорошие в этой жизни, если бы все были вау, какой ты классный, может быть бы жить тогда, наверное, было бы скучно, что ли. А так, смотрите, у нас как весело. У нас есть хорошие люди, есть плохие люди, есть люди, которых мы можем
осудить за те или иные действия. А есть просто люди, которые, они хотя бы отдают себе отчет. То есть ты у них спрашиваешь, зачем, а они тебе отвечают. Вот потому что так-то, так-то и так. То есть, ну, все. Давай ты сейчас не будешь лагать. О боже. Это знак. Это был знак. Еще раз зона от меня. И все мы прокляты. Пятый фраг. Хотите, я вам расскажу главное правило, как выжить, когда по вам стреляет снайпер. Всегда, ребят, нужно лечь. Самое основное правило – это вам нужно лечь. Если вы легли, то все, снайпер вас не видит. Поняли? Это вот, ребят, запомните, это основа основ. Лег, все, у снайпера зрение пропадает, он тебя не видит. Конец истории. Блин, жалко, он там заполз. Я думал, его подожмут сейчас там. Я глушак нашел. И вот давайте вот сейчас мы все дружно поверим, что он попадает по колесам. Он делает выстрелы, и он всеми выстрелами попадает по колесам. Репорт. Поняли, да? Ну, давайте я вот даже вот сейчас вот сразу не буду репортить. Он сделал 3 выстрела с М416. И получается, что он меня забирает. Он снимает все колеса. Он... Как его? Факер 4. Принт-скрин. Я кину куда следует. Он специально снимает, то есть он снимает сначала колеса, и потом он убивает чувака, поняли? Ой, бля. Он не 2, он 3 колеса сбил. Он 3 колеса сбил. Он сделал 3 выстрела, он сбил 3 колеса. Причем с 416 М-ки. То есть чувак стреляет и снимает колеса. И убил он, да, сразу не в голову. То есть даже, ну просто он стрельнул. Ладно, добро, не будем акцентировать на это внимание. 1632 место, ребята, по килл-рейтингу 365. Это за ту катку. Я напомню, катки всегда идут с замедлением в одну. То есть сейчас вот эту катку нам засчитают. Мы сейчас 100% продвинемся. 1632 место, ребята. 1632 мы сняли еще около 50 мест. Сейчас маленечко выдохну. Сложно. 3 колеса он сбил. Ну, не суть. Если вы отдыхаете, заходите отдыхать, отдыхайте. Главное, не пытаться как-то компрометировать канал. Аллилуйя. По поводу того, что ты написал, жаль, что выбрал этот путь, но это все, уже забей. Был у Новика на стриме, он очень холодно о тебе говорит, когда тебе спрашивают. Ну, я не знаю. Я даже никак комментировать это не хочу вообще просто, потому что, ну, здесь комментарии, я считаю, просто излишни. Я не хочу никак это объяснять. Вы понимаете, ребят, что самое херовое очень у многих, те, кто выбирает вот этот путь идиотов, да, и путь вот этих вот, ну, путь, я считаю, неправильный. Это мое, опять же, личное мнение. Вот те люди, которые это выбирают, те люди, которые это делают, из-за чего потом они становятся прям адовыми хейтерами, я вот заметил. Прям вообще, прям у них жопа горит вот от любой нашей удачи, что нас куда-то пригласили, мы что-то делаем, что-то у нас получается, что нам в конце концов донатят, да, люди. Вы знаете, я заметил одну вещь.
вот эти люди, когда они понимают, что они выбрали не ту компанию, когда они понимают, что они сделали такую идиотский поступок в своей жизни, идиотский выбор, все очень просто. У них, естественно, начинает гореть пердак, потому что назад они прекрасно знают, что пути нет, потому что, ну, человек выбрал, человек себя показал, ну, раз человек себя показал, хорошо, достойно, молодец. Поэтому, ну, я, ребят, не знаю, стоит ли вообще здесь разочаровываться. Я запустил, ребят, катку. Смотрю, общаться умеешь адекватно. Я тебе больше могу сказать, дружище, когда люди приходят с хорошим, нормальной, здравой даже критикой, то есть, ну, что-то начинают, вот, да, по факту говорить, то есть, ну, что-то интересное. Даже если они критикуют канал, в грубой форме даже критикуют, но они критикуют. Я всегда этому рад. Я рад поговорить с человеком, я вам больше могу сказать. Я с многими общаюсь, даже с такими людьми, я им уделяю время. Те люди, которые не умеют высказать свои мысли, которые заходят, ну, вот как вот только что в чате. Стример-мудак. Прикольно. Ну, там, Ашот топ. Забанили. За рекламу, за прямую рекламу другого ресурса. А потом смотрю, где-то мелькает этот чувак в чате. Ну, смотрите, меня забанили на том канале. Смотрите, смотрите. Логика, мотивация, смысл. Где? Где это? У каждого, я говорю, у каждого должна быть какая-то мотивация. Так что, ну, как мне на это реагировать? Те люди, которые заходят, говорят, слушай, ты вот здесь не прав. Потому-то. Вот здесь бы я бы исправил. Вот здесь бы я бы сделал то. Слушай, вот здесь вот в видео у вас косяк. То люди под видосами вообще, под нарезками, то, что, да, вот мы сейчас стараемся, ребята там ночами не спят, делают. Это вообще огромный респект этим людям. Множество, куча информации. Кто-то вообще Лехе там что-то объясняет. Лех там, вот здесь можно таким было эффектом сделать. Леха развивается, мы развиваемся, канал развивается. Вот она критика, ребят. И здравая критика, ее никогда никто не отрицает. Поэтому, ну, как-то так. Это прописные истины, ребята. Это не какие-то там нравоучения. Это просто, ну, ты будешь участвовать в турнирах по папку. Почему бы и нет? Можно. Я просто, если честно, ребят, сейчас потерял инфу, когда какой турнир. Можно поучаствовать, почему бы и нет? Раз, два. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Угу. На каньон. Нет. На дом. Я первый. Все, братан, просто жди меня. Я бы на твоем месте бы уже улетел в другую сторону. Ну, раз ты такой настырный, значит, я тебя сейчас буду любить. Во все места. Очень херово, что вот здесь сейчас нет дропа. Угу. Желательно там еще спрыгнуть, разбиться. Получается в большом, да, доме? Живем. Патронов это очень мало. Пустой дом. Засуетился пиздюк. Тот же. Сейчас он пока отлечится, пока он сейчас вдуплится, пока он поймет, что надо делать. Это очень хорошо. Вот эти вот потерянные секунды, они
всегда играют очень большую роль. Пока вот человек, он сейчас подумает, бежать мне, не бежать, либо сесть мне обосраться, или еще что-то. Все. Вот в такие моменты и берешь топы. Вообще шикарно, шикарно, ребята, бусты подъехали. Угу. Вперед, 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 вижу его. Все, идеально. ГГ, бро. По-моему, с правой стороны он оббежал. Зря он не убежал. Это его ошибка. Байтанем. Отход. Есть. Давай. Сука. Бля, здесь ни в одно окно нельзя выпрыгнуть. Такой вообще идиотизм дикий. Мне показалось сейчас? Показалось. А жаль. Ой, блядь, давай теперь сидеть, а. Какой ты петуша. Да ладно. Допустим. Интересный момент. Тут два варианта. Либо это фейк, и он сюда ушел. Либо это просто идиот, который любит посидеть. Очень интересный момент. Я его почему-то там не услышал. Оу, мама. Поехали. Ну, допустим. Че, будем стреляться-то, нет? Ну, байтанись. Сучонок, а. Вообще ни хера. Не выходит, ребят. Выйди, ёптя. Выйди хоть в одно. Хоть в один скворечник. Вообще просто, чувак. Я не представляю, куда он, ребят, делся. Но он где-то сидит.
Я не удивлюсь, если он еще думает, что я в здании. Вообще даже у меня вот ни капли сомнений у меня не будет. Вижу, второй в этом, вот он пальнулся. Падел. Ох, бля, если бы сейчас она в окно залетела. Это был бы просто, я не знаю, это был бы... Было бы ГГ, овер 9000. Короче, просто типа я убегаю. Давай. Блядь. Дыня прям разлетится. Да ладно. Ёпта, неужели меня так вштырило, приглючило, а? Смелый мальчик. Я таких люблю. Хочешь стать моим другом? Угу. Давай. Угу. Еще разок. Один раз, и все. Угу. Во. Красавчик. Просто лучший. Молодец. Ты молясь, ты перемудрил, дружочек. Пирожочек. Что-то у меня башка уже не работает. Куда, где, что брать? Уходим. Уходим. Погнали. Первый фраг. Это очень хорошо. Главное open фраг сделать. Если есть open фраг, то все четко. И как-то смотрел, там минимум 2 фрага, и, по-моему, топ-50, что ли, она прям стата на месте стоит. Там, короче, как-то, ну, она по-чудному. Сейчас мне нужно именно вин-рейтинг. О боже, это поле, как я его люблю. Особенно, когда они сделали так, что здесь вот оно, это поле. Короче, FPS у меня в этом поле 50, 60, 70. 50, 60, 70. Представляете, как здесь стрелять классно в этом поле? О боже. Просто картинка вообще. Что такое напряженный, ребята? Напряженный, потому что мы идем в топ Европы, топ 100 Европы по общему рейтингу. Я не помню, что кто-то из стримеров такой вообще дичью занимался. Это безумно сложно, это сосредоточенность, концентрация просто максимальная, ребят, на игре. Ну и не забываем, что мы сейчас повышаем. Да ладно, бля. Да ладно. Удивите меня. Что здесь нет никого. Давайте. Удивите меня, ребята. Ребята, я напомню, здесь никто не будет слушать разборки, там еще что-то. Здесь люди отдыхают на стриме. Хотите разбираться, что-то там выяснять, решать, умножать, там еще что-то там. Есть, ребят, для этого другие средства общения, где вам никто не помешает, так что давайте друг друга уважать, ребят. Еще раз я увижу в чате рекламу любого другого стороннего ресурса, кто-то прихватит бан, ребят. Я никому не захожу и ничего не говорю. Поэтому давайте, ну, ребят, будем реалистами. Я еще раз вам говорю, что по Европе, по общему рейтингу. Общий рейтинг — это самое сложное набрать вообще, самая жопа. Бабай.
Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ну что, я вас поздравляю. Я тебя, говорит, поздравляю. Шарик, ты балбес. Так, теперь главное это не просрать. Если сейчас пуля сразу не прилетает, значит все ровно. Тишина. Пока что не вижу никого. Бабайка. Да, бабайка, ребят, сейчас это отлетит с выстрела с одного скара. Сейчас, по мне, кто не даст скара, то путь бабайки на этом закончится. Не вижу вообще никого, прикинь. Блять, ни одного человека не вижу. И самое интересное, что сюда не ехали, никто не лутал. Это очень странно. Это прям охереть как странно. Неужели в этой зоне здесь никого нет? Ну такого не может быть. Ну люди бы по любасу, если бы здесь были, они бы залутали. Калаш выкинул, ребята, я сейчас полностью на снайпера уйду. Здесь я уйду полностью на снайпера. Даже если будет дистанция меньше 1 квадрата, я буду стрелять со снайпы. Надо с нее, ребят, скиллуху тоже поднимать стрельбы. Она не так часто попадается, так что, ну, надо. Так, Ясная Поляна. Это, то есть вот оттуда сейчас могут побежать, да? То есть из леса. Хорошо, давайте смотреть. Пусто. Заправка пустая, лес пустой, поле пустое. Вообще все везде, на самом деле, вроде как пустое. Не знаю, посмотрим сейчас. Что за... Поэтому я, ребята, вам и говорю, что нужно почаще играть со снайперской винтовкой. Угу. Вот это сейчас было неожиданно. Сложно, ребят, сложно. С Караба я попал. С этой херни я попасть, к сожалению, не могу. Байт, давай, дружище. Красавчик. Молодец, давай. Сука, обагнутое говно. Блять. ХП отнялось. Извините, ребят.
Так, все спокойно. Спокойно, ребята. Без панических этих настроений. Топ-30 уже вошли. Великолепно. Осматриваемся. Броня целая, он мне не в броню даже дал. Нет, на общаге это вообще в один конец дорога. Сука. Ни транспорта, вообще ничего нет. Надо было на мосту брать тачку. Мой здесь косяк. Если убьют, здесь некого даже винить. Не в чем. Мой косяк. Спасибо, ребят, за подписки. От души вам. Далеко стрельба. В гору надо обязательно заезжать. Туда входить бесполезно. Вся гора уже 100% занята. Хотя бы до толкана надо успеть добежать. Вижу, бежит ко мне. Достойно. Надо выдохнуть и спать идти. Сейчас мы много очень мест просрем. Это не откатная катка. Но это было мощно. Это было круто. «1633 место». Мы очень четко закрепились. 1633 место. Ребят, я, наверное, с вашего позволения пойду отдыхать. Потому что подустали. Я подустал. Могу сказать одно. Спасибо, Кама, спасибо, ребята. Завтра в 21:00 мы продолжим. Ребята, я сейчас выровню немножко графики, тем более завтра у нас дневные еще стримы. Я вам обещал сделать камеру, да, наверное, полностью показать себя. Давайте попробуем. Ну, здесь всякие пакеты, микрофоны. Блять, наверное, не получится, ребят, мне сейчас так сделать. Сейчас, секунду. Аллилуйя, спасибо огромное. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас я попробую сделать все-таки. Ну, на самом деле, ребят, показать будет довольно сложно. Блять, у вас, наверное, этот монитор. Я вот так вот сделаю. Ребят, его довольно сложно показать. Давайте сейчас я попробую отдалить максимально. Полностью, ребят, его сложно показать на самом деле. То есть весь косплей его как бы, ну, сложно. Я не знаю, что сказать. То есть здесь, ну, он офигенно, ребят, смотрится вживую. Он не застегивается, то есть как у главного тоже персонажа. Здесь тоже все эти есть. Ну, вживую просто, ребят, вы увидите его. Это немножко другое. Здесь и штаны должны быть другие, здесь, соответственно, будут берцы. То есть, ну, это будет вообще вот так вот просто. Сейчас я все сделаю на место, а то это все сломал. Ага. Да, это очень круто. Так что, как-то так. Сейчас я маленечко себя вот так вот. Ну-ка, дружочек. Как-нибудь вот так вот, что ли. Во. Вообще ништяк. Крутяк, согласен. Это где-то холодно уже, дружище. Это косплей, это не холодно.
Это косплей. Ребятки, спасибо вам всем огромное за лайки, за подписки. Не забывайте, что в 21:00 по Москве каждый день у нас идет с вами движняк. Завтра продолжим. Завтра, я думаю, что уже войдем в топ-500 Европы. Я напомню, что сегодня мы заняли с вами почти уже тысячное место, 1600 какое-то. По килл рейтингу 365, по вин рейтингу 2356, общее место 1600 какое-то. Друзья мои, пойдемте отдыхать. Сегодня был офигенный стрим. Огромное спасибо за такую поддержку. Ребята, напомню всем, что на Игромире я буду, я думаю, или все дни, ну, 1 числа я 100% буду, потому что я стримлю. Так что... Удачи вам. Я не знаю, я вам каждый раз, ребят, не знаю, что пожелать. Я вам просто хочу пожелать удачи. Вот. Завтра, ребят, выходит новая нарезочка. Я очень надеюсь, что вы оцените. Я ее выложу завтрашним днем на наш канал. Это будет нарезка по киллам. Чисто нарезка по киллам с PUBG. Удачи вам, добра, ребят, берегите себя. Ну а с вами, как всегда, был я, Леха Энтару Адун и канал Hardplay. Покедова, ребят.